Как ты борешься со стрессом на корте? Да никак. Выходишь, просто играешь. Меня тогда жестко обвинили в том, что мы проиграли пару из-за меня. То есть ты, в принципе, могла в тот момент закончить? Я говорю, можно, пожалуйста, попить? Она говорит, нет, нельзя. Я говорю, сейчас мне не дадите попить, я здесь сдохну. Ты почувствовал какую-то обиду? Очень сильную депрессию словила. Где тебе там нужно было прибавить, в каких элементах? У меня, мне кажется, вообще, в принципе, с головой проблема. Хватает ли зарплаты профессиональному бадминтонисту? Ну что за вопросы, а? Сейчас уйду. Твое первое попадание в сборную и в сборную сейчас чем отличается? Просто в какой-то момент ребят очень хороших, их убрали. Министр спорта сказал, нам надо играть в нейтральном статусе. Да мне без разницы, что он сказал. У спортсмена должна быть гордость. Как ты собираешься выигрывать, если у тебя ее нет? А где выигрывать? Где ты хочешь выигрывать? Это речь, да, о политике. И это стрёмно. Давай сейчас об этом поговорим. Друзья, всем привет! С вами канал Badminton Open. С вами ведущий Николай Матазов. И снова, наконец-то, Сергей Шумилкин. Вернувшийся. И у нас сегодня в гостях одна из самых титулованных бадминтонисток России, десятикратная подряд чемпионка России в одиночке, мастер спорта международного класса Евгения Косецкая. Жень, Всем привет. долгожданно. Привет. Как ты решил, тебя отпустили вообще? Куда? Как ты попал сюда? Кто тебя позвал? Почему ты здесь, да? Да все хорошо, да, отпустили без проблем, я думаю, пока что. Пока что не было Пока что проблем. не было проблем. Надеемся, и не будет. Жень, ну как ты думаешь, какой будет первый вопрос наш? Это база, да? Это база. Как ты пришла в бадминтон? Расскажи нам. Ну, Жень, на самом деле всем интересно. Ты, правда, крутая, и ты уникальная бадминтонистка для российского спорта нашего. И всем интересно, как ты добилась таких высот, с чего ты начала, как ты тренировалась, кто твой тренер, кто тебя вообще наставил на этот путь. Я думаю, банальная тема, когда тебя просто мама приводит за ручку в твой любимый вид спорта. Ну, потом он станет любимым, как бы. Вообще все начиналось с того, что я играла, как все дети, я думаю, во дворе. Просто там деревянные ракетки, разноцветный воланчик, и вот ты там перекидываешь его, по крайней мере, пытаешься. И в какой-то момент у меня у мамы начальник любительский уже тогда, 30 лет назад, занимался бадминтоном. У него там тоже девушка была, и она как бы партнерша его. Она детей набирала в группу. И мне предложили пойти. И мама как бы меня действительно привела. Я тогда тоже тренировалась в школе какой-то, я уже там не помню, в Челябинске все это начиналось. Причем еще параллельно в этой же школе я занималась спортивными бальными танцами. Вот. Максимально неожиданно просто. Так, девушку звали Алсу. Ничему особенного она такого, говорю, не научила, только вот держать ракетку. Я умела жонглировать и подавать подачу. И все. И у нас там было ребенка, мне кажется, 3-4. Занимались 3 раза в неделю, что ли. Ну, типа того. Через это все продолжалось год, наверное. Потом у Алсу возникли, я не знаю, какие-то обстоятельства, что она как бы ей надо было то ли переехать, ну, короче говоря, не могла больше с нами заниматься, а в тот момент как раз, может быть, не только, ну, какой-то первый или второй год, когда переехали к нам в Челябинск Назарова Сергеевна и Игорь Борисович. Мне на тот момент было 8 лет, она меня подозвала там к себе и сказала, так и так, как бы, Жень, тут мы сворачиваемся, потому что как бы такие-то обстоятельства, но я вижу у тебя там талант. Я не знаю. То есть ты разглядела 8 лет? Нет, я не думаю, что в 8 лет возможно разглядеть вообще у ребенка какой-то талант. Ну, серьезно, то есть я не думаю. Я думаю, возможно, мое желание, там, радость, еще что-то, то есть когда я приходила и играла, это возможно разглядеть. Но у ребенка 8 лет талант, я сомневаюсь. И она как бы, я, говорит, хочу тебе вот посоветовать пойти к этим людям. Они, говорит, очень хорошие тренера, и, говорит, я думаю, они тебя как бы примут. А почему не бальные танцы? Был какой-то выбор? Какой, блин, бальные танцы? Я и бальные танцы. Ну, чего это смешно? Проще было в соседнюю секцию перейти в бальные танцы. Нет, проще было. Бадминтон всегда нравился просто больше. Какие танцы? Какие танцы? Ну, танцы остались до сих пор какие-то? Ну, только не все, которые... На корте Ну, на корте иногда бывает, когда выигрываешь. Поэтому не было, да, такого даже как бы не стояло, что я останусь в бальных танцах. Нет, до свидания, я хочу играть в бадминтон. И все. И ты стал заниматься своим, ну, уже основным тренером, да. Первым. Назаров Игорь Борисович, вот, и Назарова Юлия Сергеевна. Причем и оба они изначально как бы и остаются, наверное, моими тренерами. Ты пришла, и они сразу разглядели твой талант, сказали, Жень, ты крутая. Рука Бога, там все, вперед. Вот это передвижение по площадке. Давай.
Идем в светлое не будущее. знаю. Там было много ребят. Вот там было очень много ребят. Была младшая группа, средняя группа и еще старшие. Про старших я даже тогда не знала, я думаю. А кто был в группе, занимался? В моей или в Ну, старшей вообще, группе все и знают. старшие, Старшие все знают. Никитос Хакимов, Люба Чуденцева, сейчас она Суханова. Из таких еще, наверное, больше, наверное, никого. Еще у нас же в Челябинске Иван Иванов есть, но он был из другой лиги. Супер старшей группы? Нет, из другой лиги. Нет, Ну, он VIP просто был. Из другой касты. в другом районе жил просто. А. Так что как бы мы там особо с ним не сталкивались. Толик Ярцев тоже Ой, другой я был. вообще про Толю забыла. Как же Про про Толю Толю-то? ты забыла. Забыть про Толю. Он со мной, да, тренировался. Но он уже занимался, он уже умел играть, когда я пришла. Он мне на год старше, хотя, то есть там были ребята, вот Карина Назарова, Толя Ярцев, господи, Дима Баландин. Там их нас было, мне кажется... У вас банда была Вы приличная, всех да. знаете нас, потому что мы потом везде все дружненько Пошумели. ездили, всех достали. Особенно на Суперлиге, я думаю. Да уже там, да. Поиграли. Поэтому, да. И было очень много ребят. Я не думаю, что там кто-то разглядывал мой талант. Просто все тренировались, все играли, как бы, и все. И потом вот продолжилось. Потом я стала... Вообще, мы тренировались, получается, в школе. Она была... То есть я жила, например, на одном конце города, а эта школа, где мы тренировались, она была на другом. И училась я рядом с домом. То есть я на тренировки ездила на общественном транспорте. Но тогда это вот сейчас, типа, все очень круто и с общественным транспортом, и с такси, и тебя всегда все везде могут довести, и все хорошо. Тогда как бы такого не было, и было вот я... В Челябинске не было автобусов? Ну, как бы так жестко, прям круто развито, все равно все еще не было тогда. Я добиралась по пробкам, по жутким, час до тренировки каждый день. И потом, получается, так я 2 года, наверное, училась в своей школе, и потом вот в 5 класс я перешла в гимназию вот эту, где у нас были тренировки. И, кстати, спасибо большое директору, там она очень много раз шла нам и навстречу, и зал, где мы тренировались, и все предоставлялось нам всегда. Очень круто в этом плане. И все тренировки, которые, вот все уроки по физкультуре, это были у нас тренировки. Это, конечно, не очень классно было, когда все ничего не делают, просто на физкультуре там какие-то кружки бегают, а ты просто ускорение, передвижение, Давайте. скакалку, да, вообще. 45 минут. Главный физрук был Игорь Борисович. Ну да, они с Сергеем там работали. Он, кстати, не был моим учителем, и она тоже. Там еще была одна девушка, вот она девушка только-только пришла из университета, и вот она была моим учителем физкультуры, у меня там быстренько-то. Передвинули, сказали, Да. давай-ка ты вот... Мы Женю тебя забираем есть. себе, да, и все. Друзья, приезжайте к нам на наши сборы. С 9 по 18 мая у нас пройдет кемп в Таиланде, где мы посетим суперсерию Таиланд Open. С 15 по 22 июня пройдет кемп в Армении. С 28 по 31 августа техникал кемп на базе «Солнечной» на Оке. С 3 по 10 октября мы поедем в Турцию на сборы. С 11 по 14 декабря пройдет техникал кемп на базе «Солнечной» на Оке. Присоединяйтесь. Слушай, а когда первый вот такой турнир был, где ты себя проявила, как ты себя чувствуешь, что проявила себя, то, что показать, что вот есть талант? Да не знаю, я не Ну, среди помню. сверстников какой-нибудь. Я помню, знаете, Первенство что, нет, России, знаете, вот что я первое помню? Я это. помню первый турнир, на который меня не взяли. Я к нему очень готовилась, я маленькая была, и меня не взяли в Уфу на какой-то турнир, хотя я была уверена, что меня возьмут, потому что я уже нормально играла, и я прям вообще так все готовилась, и уже маме там, мы пойдем завтра пробовать зал. Там. Она до сих пор, мне кажется, смеется над этим. И меня не взяли, и это была трагедия. За что? Не Почему? помню. Плохо себя вела? Потому что плохо играла. Не знаю. Наверное, много народу уже было. Ну, то есть, и я как бы маленькая еще была и не дотягивала, скорее всего. И я ревела. Просто, мне кажется, я ревела целые сутки. Почему меня не взяли? Почему меня не взяли на этот маленький турнир? Я так хочу играть. Я вот была готова. Ничего не помогло. И вот, и все как бы я вообще очень была тогда расстроена. Вот это я помню. То есть ты, в принципе, могла в тот момент закончить Да, и перейти в сказать, бальные «Всё, танцы, мне ничего но... не надо, да. То есть вот я вот это помню, а свой какой-то Яркий. где-то, где я выстрелила, талантливо, круто сыграла, прям первый раз, этого нет, не помню. Ну, много было просто всегда турниров таких детских, куда мы ездили, да, на Хрустальный Валан, в Уфу, в по Саратов, России все были да. турниры. Потом были первенства, и то есть периодически как-то
Ну, то есть ты все время ездил. Сначала по старшим. По старшим ты вообще тебе там ничего не светило никогда. Потому что, как говорил Игорь Борисович, ты не можешь 2 высокодалеких подряд сделать. А твоя партнерша может 2 высоких добить от задней до задней. И вот ты не можешь, она тебя заваливает на задней линии, и потом бьет тебе смеш, и ты ничего не успеваешь. Вот и все. Надо уметь эти 2 высоких сделать. Я думаю, Первая задача была сделать 2 высоких далеких удара. Я вот всем молодым советую, умейте делать высокодалекие. 2, а лучше 3. От задней до задней, да. Слушай, а первые твои ощущения, когда ты, может быть, в юниорском возрасте попала уже на европейский турнир? Что ты для себя открыла, увидела, как-то по-другому играют? По-моему, мой первый турнир был где-то Словакия или Словения, что ли. Ой, это там Колян был, я помню. Я был? Да. А я не помню. Да, и там... Я сейчас вам расскажу историю. Я всякие дурацкие истории только помню. Вот это отлично. Когда мы просто в зале, там люди все нормально, там, ну, приходят к играм, готовятся очень, очень активно, там, за час, разминаются, все. Это, кстати, был, ну, детский турнир, не взрослый. Колян, у него там минут 20-30 до игры, заходит в зал неспешным шагом. Кидает чехол. С кофейком. Знаешь, вообще как Колян Знал, как подход. нужно заходить в зал. И самое прикольное, что как бы, ну, он выигрывал нормально, да, себя Ну, просто на уверенности уже знал, что проход там с кофеечкой. Кофеек там в кофейку был. Я прям это вообще очень так хорошо запомнила. Вот видишь, что я запомнила с международного турнира? Я запомнила Колю. Избирательная память такая на моменты. Ладно, на самом деле, наверное, такой самый первый свой запоминающийся турнир, это было первенство Европы, 93-я Европа это была. Там Толян Ярц еще в команде Аксельсена выиграл. Опа, вы знали это? Вы знали это? Вот теперь знаете. Толян мог. Тогда мог, да. Правда, потом он проиграл ему в личке вообще сильно, но на команде выиграл. И я помню, что ты приезжаешь и думаешь, ну, как бы, здесь все очень круто играют, я там немножко ничего не умею. 2 высоких уже умел делать? 2. К тому времени уже научилась. Потом ты выходишь... Я не помню, чтобы у меня был какой-то мандраж. У меня первая игра была. Я не была сеянная, потому что мы нигде не ездили. То есть... Вот у меня первая игра была с француженкой Лео Палермо. Она, знаешь, кто тогда играла? Она 3-я, что ли, сеялась. И я ее выиграла. Вообще спокойно в 2 партии. Даже не напряглась. Вот серьезно. И было очень круто в этом плане, потому что ты понимаешь, как бы, ну да, я нигде не была, я никуда не ездила, но в целом я могу, все, я нигде не отстаю, все хорошо, я нормально тренируюсь, я могу побеждать. Она, по-моему, после этого стала играть только миксты, мне кажется. После этого она после первого загрустила. Такая, это конец. Вот этому человеку непонятному проиграть 2 партии, я ухожу. Ну, это личка была, это не была команда. Да, это личка была. Я на личке тоже, я за 4 проиграла турчанке одиночку, Неслихан Игит, по-моему, да. Она сильная. Тогда, да. И она, кстати, тогда тоже хорошо играла. И вот, да, за их 4 я проиграла ей. Мы тогда на команде только, по-моему, что-то заняли. Ну, и Толян там был. Толян сиял там. Вот. А себя я особо там не помню. Это, говорю, были мои такие вот первые прям крупные соревнования, которые у меня в памяти отложились. Ну, то есть, ничего такого ты особенного там не увидела? Нет. Но это был не мир, это была Европа, поэтому я не думаю, что они прям там люди как-то сильно от нас отличаются и по работе. И работать, я думаю, тут мы все в России, в принципе, умеем. Особенно с такими тренерами, как у нас были там Игорь Борисович, Якушев Андрей Иванович, как бы тоже не забалуешь. Именно поэтому, да. Друзья, приглашаем вас на наши групповые тренировки, которые проходят каждую субботу утром с 10 до 12. Вся подробная информация на нашем сайте. А был такой момент, где вот тебя, может быть, так щелкнуло, что так, я вот в бадминтоне, скорее всего, останусь, и это будет, и свяжу с бадминтоном свою жизнь. Как-то так особо, наверное, не задумалась. Я помню, что я мама со мной села в 8 классе, ну, там уже в 9 как будто бы надо определяться, куда ты дальше пойдешь, чем ты будешь заниматься. Да. Я хотела идти, у меня все родители, и все там, сеструха сейчас тоже, все врачи. Отец, мама, папина 2-я жена, сестра, бабушка, то есть вообще как бы... И получается, у меня мама со мной в 8 классе под конец села и говорит: Жень, там вот следующий год, как бы, если ты хочешь заниматься спортом, надо оставаться в бадминтоне и надо уже этому посвящать свою жизнь.
То есть надо профессионально этим заниматься, надо к этому подходить, что это уже не просто как бы какое-то, да, развлечение, там, это твоя будет там будущая профессия и работа, и надо к этому таким же образом относиться. Либо, говорит, ты уже выбираешь другой путь, и там, я не знаю, говорит, ты хочешь там, ну, может быть, медицинский Хирургом. куда-то. Ну, хирургом, да, например, может быть, ветеринаром. Может быть. И, говорит, уже будем тогда... Никто тебе не говорит, что надо прямо сейчас уходить и бросать бадминтон. Это как бы просто будем двигаться в другом тогда направлении. Ну, я выбрала, что я, да, хочу играть в бадминтон. Говорю, у меня получается. Мне это нравится. Я это очень люблю. Говорю, я как бы... Я готова. Слушай, ну классно то, что мама. Обычно тренер приходит в семью и говорит, что вот у вас там давайте своего родители... ребенка. А может, Игорь Борисович изначально и приходил? Может быть, и приходил просто, да. А Так потом... надо Женю оставлять. Она очень талантливая, да? Да нет. Кстати, вот у него такого нету, и у Юлии Сергеевны никогда такого не было, что где-то кого-то что-то насильно заставляли делать. То есть это ваш выбор, но если ты как бы его делал, то будь добр, работай. Сам сделал выбор, отвечаю за Да. свой выбор. Типа в 8 классе. В 8 классе. классе ты сам сделал выбор. Смотри, ну все, всю жизнь, да. Осознанный, да, как бы. Тут люди в 40, я не знаю, чем я хочу заниматься, когда вырасту. Вот это в 8 классе. Все, давай. Ну, ты сразу, Пошёл. видишь, я поняла, хорошо. Слушай, а твой переезд потом в Казань произошел? Почему? Так, это было в 15 году, да, господи. Потому что хорошие условия предлагали. Лучше, чем в Челябинске. Ничего не хочу сказать про Челябинск. Очень много дал. Вообще, в принципе, и люди очень сильно там и помогали. Опять же, говорю, вот в школе то, что нам разрешали и тренироваться, и по утрам мы могли приехать и прийти. То есть никто нам никогда ничего не запрещал. То, что сколько мы... Ну, ты учишься в гимназии, вы прикиньте, сколько мы уроков пропускали. Это вообще, мне кажется, просто недопустимо в обычной такой жизни было бы. Никто бы это не позволил. Нам шли навстречу, ну, то есть... Все равно мы там и задания сдавали, и учились, как бы, но все равно очень сильно помогали. Но зимой в зале было холодно. Был момент, когда мы тренировались в перчатках, в штанах, в 2 кофтах, и тебе холодно, и ты всю зиму только так и тренируешься. У нас, я говорю, вообще ужасные условия на самом деле были, чтобы вот... Может, поэтому и переехали, да? Нет, чтобы вот и так вот вырасти на таких условиях, мне кажется, это вообще очень круто. Потому что у нас вот... Ты закалилась зато. Да, у нас зал, вот, ты там катался. То есть я это сейчас уже осознаю, там последние года 2, когда мы там тренировались. То есть у тебя ноги, да, просто скользят. А я там каток был, зима холодно. Практически. То есть ноги разъезжаются, ты там делаешь выпад, у тебя нога еще дальше идет, там на шпагат сидишь. Ну, тряпочка была? Была, очень помогала, конечно, каждую секунду там не бегать. Низкий потолок был. А потом в какой-то момент очень плохое освещение. То есть мы там прям боролись за эту первую площадку, потому что только на ней была там эта лампа несчастная висела, и что ты там хорошо со всех сторон видел, и то есть ты должен там, ты крутой, ты первый, всех выиграешь, ты тренируешься на первой площадке. Где лампа есть. Да. А где нет? Где свет есть вообще. Всё. С фонарем. Да, и поэтому как бы... Зато представляешь, как у тебя было? Ты приехала в хороший зал. Ты такой, ого, бывает свет. Нифига Все себе. видно. Вот это да. Потолки. Я была уже все равно тогда в осознанном таком достаточно возрасте. Ну, сколько мне, в 15 году? 20 лет мне было. Плюс финансирования такого в Челябинске хорошего не было, какое нам предлагали в Казани. Плюс первый центр бадминтона там вот как раз достраивали уже и все обещали, и то, что мы в универ поступим, и что будут помогать, и хорошие зарплаты, и обещали, и вот, знаете, нет. И то, что, да, это круто, то есть это нам, грубо говоря, все, что нам обещали, все нам как бы все обеспечили, и это не так, что вот нас заманили, мы приехали, нам такие, а вот нифига, ха-ха-ха. Свет у вас здесь тоже не будет. Да, до свидания, выключай. Это была только там разовая акция. Вот, и поэтому я говорю, я Челябинску сильно благодарна. И людям, которые помогали, но позвали вообще Игоря Борисовича, надо честно сказать. То есть не сказали, ой, Женька, хочешь переехать, здесь тебе все сделаем для тебя. Нет, позвали именно Игоря Борисовича. Ну, насколько я не знаю, он выставил такие условия или просто сказал, что вот он таких-то, таких-то ребят, то есть да, он переезжает, но таких-то, таких-то ребят берет с собой. И как бы... С кем ты переехала? Так, нас было я, Саша Василькин, Карина Назарова, Настя Редькина, Алина Романко, Маша Малыгина и Миша Гелашвили. Ну и Толян Ярцев.
Исти. Куда без- Исти, куда без Толи? Толика, да. Тогда У Толян вас еще был. прилично Да, компания и как переехала. бы и ребятам, ладно, мы там с Толей поступили в универ, Санек, по-моему, тоже, да. То есть мы жили в общаге. Хорошее, кстати, общежитие. Нам еще и там нам сделали круто. То есть нам федерация написали там письмо, нас поселили, то есть мы жили по одному с ним. То есть у нас в блоке никого не было. Он там в своем, я в своем. Вообще, это сейчас такого, мне кажется, вообще никому нет. Питание тоже все входило. Нам зарплату просто нет. Зарплату платили. И в универе стипендию. А ребятам еще плюсом снимали квартиру. То есть, кто учился в школе, их там в школу устроили, кто переехал, и им снимали квартиру, и они все жили коммунной такой. Без родителей снимают Вообще. квартиру просто. Если бы мне предложили, я бы сказала: мам, ты остаешься тут, давай пока. Мне вообще без разницы на условия. Главное, что мне квартиру Всё. снимают, и все. И до свидания, как бы. И, что-то им платили, то есть какую-то, я думаю, какие-то минимальные вещи, при том, что у них не было таких офигенных результатов каких-то крутых, то есть и их все равно поддерживали. И все, и вот мы переехали. Это не было как-то сложно, то есть это не было каким-то невероятно тяжелым шагом. Я думаю еще потому, что жизнь спортсмена, ты все время ездишь, все время где-то... Привыкаешь Да, переезжать. и ты спокойно как-то... Я вообще к этому спокойно отнеслась, да, как бы... Да, ты совсем поменял свою жизнь, да, это другой город, но как бы люди вроде бы все те же самые, которым ты доверяешь рядом, и они тебе сказали, что здесь будет круто, и ты... Был какой-то момент адаптации или прям все сразу? раз? Все вообще все сразу. Вообще пофиг на это. Челябинск, ребят, у меня Ребят, все, спасибо вам, До все было свидания, хорошо. Да, все как бы... Но извините. Одним днем вещи собрала. Всем пока. Мне здесь хорошо в Татарстане. У меня здесь все замечательно теперь. И без вас. Условия не поменялись до сих пор, все Все еще лучше. И Каждый раз лучше все лучше и лучше становится. Я говорю, ребята, которые сейчас с нами тренируются, там в Казани, молодые все, я говорю, вы вообще, вам просто жизнь такой, да. Вы, говорю, не представляете, откуда через я что я вышла. прошла. Откуда я вышла и через что я прошла. Да, то есть вообще как бы такое. Закалила тебя зато, как бойца. Я думаю, что, возможно, это большие, да, такие плюсы. То есть вот сейчас даже им там все турниры, оплачивают. Чтобы мне в моем детстве оплачивали какие-то турниры. Вот моя мама, она оплачивает мне мои турниры. Твой спонсор. Мой спонсор. Я думаю, это много у кого так было, и нормально абсолютно. А сейчас иногда, мне кажется, родители даже такие, типа, что? Нужно заплатить там 7 тысяч за 3 недели за сбор? Это очень... ребят? Ты что, с ума сошли вообще? Я Чё говорю, там? я каждый раз... Икру черную идите. Я каждый раз, когда это слышу, я говорю, вы на 3 недели ребенка отдаете куда-то просто, он от вас уезжает, и вы вообще его не видите, не надо кормить, не надо там заботиться о нем, просто заплати за это 7 тысяч. Да я бы просто забирайте все мои деньги, я не буду видеть своего ребенка 3 недели. Я хоть отдохну. То есть, как бы, не знаю. Я считаю, что избалованные люди пошли. Видимо, ты отдашь своего ребенка бадминтон. Сначала в Челябинск туда, в Сначала- зал. Чтоб Сначала пусть пройдет. Пусть пройдет эту школу жизни тяжелую. Давай тогда к первым победам на чемпионате России в одиночке. Как ты к ней шла? Помнишь ли ты свою первую победу? Да, конечно. Потому что это, кстати, как раз 15-й год был. Была очень... У меня вообще тяжелая ситуация тогда была в жизни. Мне кажется, у меня вообще жизнь такая, все время тяжелая ситуация была. Тяжелое детство, тяжелый подростковый возраст, тяжелая жизнь. Нет. У меня перед чемпионатом России, который я выиграла первым, я тогда заболела очень. Во-первых, мне запрещали тогда играть в одиночку. Да. Кто? Все мы знаем, кто это был. Да, как будто бы я играла пару с Катей Болотовой тогда. И когда мы с ней встали, я всю жизнь играла одиночки. И вообще я всю жизнь играла 3 разряда. И вот мы стали там с Катей играть пару, и вроде как мы должны были отбираться на Олимпиаду. Но такого условия, что вот играть как бы одиночку при этом я не буду, такого никогда не было. И никто мне никогда такого условия не выставлял, когда мы только вставали как бы. И мы играли с ней тогда Russian Open. Это был, говорю, 15, наверное, год был. Мы хорошо с ней играли, мы проиграли японкам за выход 4. Одиночку до этого я индуску выиграла тоже за выход 4 в тяжелой игре. Но меня тогда жестко обвинили в том, что мы проиграли пару из-за меня. Угу. То есть ты силы потратил. Что Типа устала того, на да, одиночке. типа того, что я прям помню эти обоснования, что я не закрывала
боковые, которые обычно, карманы там, которые обычно перехватывала, или что-то такое. Хотя мы рубились там в 3 партии с Катей, и объективно, то есть я прям 100 тысяч раз потом пересматривала эту игру, да, ну не было там такого, что я где-то что-то косячила, потому что я устала. Нет. Это тебе кто сказал? Клавдия Геннадьевна? Да. Но она как бы тогда и вела и нашу пару, и в основном с нами как бы работала. Но со стороны Кати, твоя партнерша, такого не было? Такого она мне не говорила тогда. Нет, вообще. Ты сама то себя есть чувствовала? Ты действительно устала? нормально. Или Нет, было вообще? все нормально. То есть для меня это и прям... Я говорю, я потом столько раз пересматривала эту пару. Да, мы закосячили. Я где-то косячила Катя. Ну, как бы это нормальная Ну, ситуация. да. Ты не можешь вообще как бы быть идеальным всю игру. Не ошибаться. И тогда как бы Клавдия Геннадьевна начала говорить, что мне моя одиночка мешает, что если вот я хочу там отбираться на чемпионат, на Олимпиаду, да, надо играть только вот на одном разряде сосредоточиться. Я говорю, не было такого условия, что я не буду играть одиночку. И потом вообще случилось еще хуже. Были сборы перед чемпионатом мира, я на них заболела очень сильно. У меня там, получается, гнойный синусит был, вообще очень все запущено. Я в итоге не полетела ни на какой чемпионат мира. Получается, нас сняли, я полетела домой, меня положили в больницу. Это все в августе было. У меня мама врач, и она просто настолько в шоке была, как я там выглядела и как я заболела. И она меня, там по знакомству, меня положили в больницу. Первый день я такая, все, меня там проверили, мне сделали проколы вот эти вот там. Неприятное процедура. Да. И я засобиралась домой. То есть для меня, чтобы меня мама оставила в больницу, вообще вопрос так не стоял. Но она всегда всю жизнь меня сама лечила, и как бы я ей максимально доверяла, и она вот мне тогда сказала, что ты остаешься. Я говорю, что? Я остаюсь в больнице? То есть это вообще, это для меня прям какое-то предательство. Я говорю, я хочу домой, мне здесь, я не собираюсь. Она говорит, Жень, у тебя настолько, дерьмовое, простите, состояние, что... Лучше говорит, остаться здесь. да, ты как бы... И я лежала в этой больнице 2 недели. И вот меня лечили, делали постоянно эти проколы ужасные, отвратительные. И как бы все действительно было очень плохо. После... Получается, то есть это вот весь август у меня прошел так. Потом в сентябре в начале я вообще не тренировалась, очевидно, все это время. Я поехала в Крым, потому что мне врач сказал, что надо как бы восстановиться. В 2015 году. Да, это все в 2015 году было. Вот, что нужно восстановиться, нельзя сейчас никакие тренировки, никакие нагрузки давать, потому что как бы все это... Я, насколько поняла, может там перерасти в хронь, и как бы нужно поехать там вот лечебный воздух, лечебное все. Стандартно, мне кажется. Вот, я съездила туда еще на 10 дней. Сентябрь, вернулась домой. В этот момент у нас был переезд. То есть в сентябре мы переехали в Казань. И вот все это время там какое-то мы там этот переезд, мы шмотки перевозили, сами переехали. Тренировались мы тогда, по-моему, в Академии тенниса еще. Я перед чемпионатом России вот после всего этого кошмара потренировалась неделю. Просто. Для тебя это достаточно. Неделю. Нифига. Это жесть была. Мы поехали на чемпионат. Я играла пару и одиночку. Пару мы с Катей проиграли вообще легко там... Ириха Лепко и Ксюша Поликарпова вообще в 2 партии. А одиночку вот тогда я выиграла. Я почему настолько хорошо запомнила? Я тогда играла за выход-финал с Наташей Перминовой. И там то ли 2-я партия, то ли 3-я. Мы там 70 тысяч лет играем. И я понимаю, что мне нужны... у меня ни сил, ничего нету. И мне в какой-то момент судья... у нас долгий розыгрыш, и она мне говорит, я говорю, можно, пожалуйста, попить? Она говорит, нет, нельзя. Я говорю, сейчас мне не дадите попить, я здесь сдохну. Мне потом даже Богдатич сказал, я запомнил на всю жизнь этот момент. Я правда так сказала. Я говорю, если мне сейчас не дадите здесь попить, я сдохну. Серьезно, мне было настолько плохо, и все равно. То есть я пошла, попила, все, мы там продолжили, я выиграла, и потом я играла в финале с Ксюшей Поликарповой. Какую-то из партий я легко выиграла, а какую-то где-то там что-то очков 17-16 где-то было, и все. Все, вот, выиграла чемпионат России таким образом. Такой волевой, я считаю. Да. То есть недельки тебе хватило да потренироваться? Ничего, нет, это так не работает. Главное попить. Бутылочка, если уже не стоит. И надавить на судью. Чуть-чуть. На донышке, да. Выиграет точно. Вот, так что такое. Слушай, твоя поездка лечебная в Крым, мы знаем, что она потом тебе... Хорошо аукнулась. Аукнулась, да, не попаданием на чемпионат Европы в
в Киев. Да. Расскажи, как так произошло. Ну, понятно, из-за чего. Ну, понятно, из-за чего. Я как-то даже... У меня не было сожаления о том, что я туда не поеду, если честно. Не расстроилась. Ну, не тоже... Нет, это типа... Вообще, когда я узнала о том, что, в принципе, проходит Европа, ну, в Киеве, ну, как будто бы это не очень идея была изначально. Потому что, ну, тогда уже какая-то все равно вот эта вот вся тема была с 2014 года, что там Крым наш, нет, Крым наш, то есть вот такое вот. И, ну, не только в Крыму дело было. А какая хронология вообще была? То есть объявляют... Состав. Ну, состав, вы, в принципе, давай, объявляешь, что чемпионат Европы там, Да. вы там готовитесь, Мы готовимся состав на сборах, определяется, да. ты едешь туда Да. предварительно. В Инстаграме, короче, у меня фотки были из Крыма. Я не знаю, вообще можно это говорить или нет. На самом деле у Мороза еще были из Крыма фотки в Инстаграме. Ну, поехали. Нет, серьезно. И просто когда... И мне Витя Волков тогда еще был менеджером команды, он мне написал, Женя говорит, это правда, и скидывает мне скриншоты, что типа украинская погранслужба скинула типа инфу, что вот мои фотки там-то, там-то, я была в Крыму. Я говорю, ну, ты меня, говорю, спрашиваешь, правда это или нет? Фотошоп. Врут. Я говорю, ты что, говорю, не видишь? Как бы, конечно, правда. Вот, и он такой, вот сейчас начнутся... Сейчас, говорит, будем решать вопросы. Я говорю, да мне не очень хочется, чтобы меня там арестовали на границе. Я говорю, в принципе, могу не ехать. Нормально себя чувствую. Это за какое время до начала Европы? Это вот сборы уже шли. То есть сборы где-то идут, И 2 выезжать недели, уже, где-то да. так, да. То есть прям вообще уже. Я пришла на тренировку, говорю, Мороз. Я говорю, ничего нет? Говорю, нет. Я говорю, удали фотки. Удаляй фотографии. Видимо, не успели еще и проверить, Да, себя начали. Я говорю, да, удали фотки. спасла её, да, И вот. она... Ну, я не думаю, что ее спасла. Она все удалила, конечно. И как бы все нормально, они съездили. И, ну, это был такой тяжеловатый сбор, потому что я понимаю, что я как бы заслужила поехать, все честно, но меня не берут только потому, что вот я съездила в Крым. А окончательное решение, оно же когда-то было? Мне сказали, у нас собрание было на какой-то тренировке, мне сказали, что... Мне сначала отвели в сторону, Андрей Михайлович сказал, что Женя так, как бы, ну... Тебя не пустят на границе? Нет, тебя пустят, Но но есть риски какие-то. зачем этот риск, он мне сказал. Я думаю, ну, в принципе, не хочется действительно сидеть в тюрьме, так что, наверное, действительно, зачем этот риск? Ну, говорит, самое хорошее из такого, из плохого, что может случиться, это то, что тебя просто развернут и отправят домой. А мало ли, говорит, ну, типа, что будет на самом деле в итоге? Что еще может быть худше? И давай, говорит, лучше как бы ты не это. Я говорю, хорошо. Я не помню, чтобы я вот прям... Я переживала, очевидно. Но я переживала еще и за то, что они меня сейчас отправят, а я, например, этим людям вот, ну, не особо доверяю, чтобы им там верить в свою судьбу в их руки, что вот они мне сказали, все будет в порядке, и все действительно будет в порядке. То есть такого у меня ощущения не было. И я больше, наверное, сама... Ну, я трусиха, и я больше, наверное, сама склонялась к тому, что лучше не ехать. Вот у меня было расстройство только то, что я заслужила, а я вот здесь. И мне еще так было обидно на последней тренировке. Все, кто едет на Европу, всех отпустили пораньше. А я, работала. Еще блины. 3 часа до Блины, конца. Да, тянулась, эти блины, прыжки, все на свечу, и растяжку делала Не едешь? полностью. Ну, давай. Давай, Приседай. начинай. Я думаю, ну, Клавдия Геннадьевна, ну, сжальтесь. Думаю, ну, с последней тренировки-то можно меня отпустить. Я же как будто бы тоже должна Тоже была как бы поехать. еду. Я же тоже как будто хорошая. Ну, в общем, вот. Слушай, Женя, а вот у тебя же есть 100% там европейские твои там друзья по спорту, товарищи. Как они отнеслись к той ситуации, то, что вот из-за таких А вещей... никак. Никак, тут не было Классно, никакой да? реакции. Вот это вот такое никак. Причем ребята с Украины были, с которыми я хорошо общалась. То есть у меня прям очень хороший друг был. Мы с ним постоянно переписывались, постоянно общались, и он вообще ни слова мне не сказал, хотя точно знал, почему я не поехала. А ты публично как-то это Нет. писала об этом, Нет, не нет. говорила? Меня спрашивали наши. Жень, почему тебя нет на Европе? Жень, почему тебя нет на Европе? Пока ребята там были, я как бы ничего не говорила, зачем. А потом уже кому-то там в личные сообщения, да, типа вот по такой-то, такой-то причине я не поехала. А что-то поменялось после того, когда вообще российских спортсменов всех заблокировали, скажем так, никто перестал выезжать, твои европейские друзья что-то на это сказали, там, Жень, жалко. Нам очень жаль тебя. Очень жаль Переезжай тебя. в другую страну срочно. Либо никто вообще никакой реакции, с кем-то общалась, то есть все перестали общаться или как, или что? Да никак. Ничего никто не написал. Во-первых, я сразу же практически удалилась из Инстаграма.
То есть вся в основном коммуникация происходила через него. Я играла за польский клуб, и мне вот менеджер нашей команды, вот той из Польши, он мне написал. Я играла даже за швейцарский клуб и за польский. Вот они мне тогда написали, типа, так и так, очень жаль, что так как бы произошло. Будем надеяться, там, что это ненадолго, ну, как бы вот такие вот сейчас вещи. И потом мне написали, а еще как бы потом же пошло вообще, что, типа, нам запретили вообще играть еще и во всех лигах. Да. То есть не только там... Выезжать на соревнования, а еще... Вообще еще и в лигах, только сейчас только во Франции, по-моему, можно играть. Ну и в азиатских, наверное. То есть все и датчане, и все, и мне они сразу тоже через какое-то... Ну, не сразу, через какое-то время написали, типа, даже, говорит, не можешь приезжать на такие штуки. Я говорю, ну ладно, говорю, что я сделаю. А Ну, так... ты почувствовал какую-то обиду, потому что некоторые спортсмены в других видах спорта, например, там, теннисисты, они как играли, так и играют. Какие-нибудь хоккеисты спокойно, вот Овечкин сейчас рекорды, да, очередные ставит. Вообще было... Не обидно было, Нет, как-то у меня, как-то развернулись? когда это все произошло, это что, на март был, апрель, у меня в мае на меня жестко накатило. Я вообще очень сильную депрессию словила. То есть я вообще не могла выйти из дома. То есть у меня двухэтажный дом, я живу на 2 этаже, я спускалась вниз, у меня там мама живет, я ей говорила, мам, ну как так? Она мне начинала зачем-то что-то объяснять, я слушала, мне кажется, с инертным лицом, поднималась на 2 этаж, ложилась в кровать и 6 часов листала ленту, через какое-то время спускалась снова, говорю, нет, ну мам, ну как так? И просто я выходила из дома просто, чтобы там погулять с собакой. И то, потому что нельзя не гулять с собакой. Ну, в принципе. Немножко будет возмущен. То есть, и вот у меня вот это состояние, оно как бы длилось, наверное, вот весь месяц так. Я говорю, мне, наверное, не нужен был там ответ. Я говорю, она мне там еще что-то пыталась объяснить, там какие-то, вещи там рассказывала, что-то приводила постоянно. Я говорю, я за ее терпение ее вообще люблю очень сильно. И я со своим, мам, ну как так? Ну почему? Почему какие-то люди вот там вдруг решили, что вот мы недостойны ехать куда-то и играть? То есть мама была твоим психологом. Я не знаю, она была моей точкой опоры. Просто я знала, что я могу спуститься вниз, и там будет кто-то сидеть. Объяснит, как так. Я могу задать вопросы, и потом... Я говорю, она еще была жестко. Я постоянно сидела, то есть я в телефоне сидела вот так 6 часов и смотрела ленту. Новостную ленту. Любую вообще, да, всякую дичь. Ну, наверное, мне кажется, то, что это касается финансовой части какой-то, потому что хоккей у всех контракты многомиллионные. Теннис, они тоже у них контракты. Бадминтон у нас не так развит, чтобы люди из федераций там, мировых говорили, что нет, мы не можем не блокировать там, российских спортсменов. Всем нет и нет. Наверное. Обидно просто, что кто-то может играть, что а кто-то кто-то не может. Обидно да. вообще. Мир, в принципе, как будто бы мир вообще несправедлив. В принципе, да? Есть такое ощущение. Тем более, у тебя, получается, пиковая да, мне часть постоянно твоей, да, вот пик карьеры пройден. Может быть, пик карьеры пройден. Жене пора ли завершить карьеру? Я думаю, что издеваетесь надо мной, ребята? Не, Жень, учитывая, через что ты прошла, я думаю, ты будешь еще... Пик еще у тебя впереди. Давай тогда пройдемся по чемпионату Европы, где ты заняла 2 место. Это для тебя такая самая значимая победа? Наверное, в бадминтоне? Да. Наверное, да. Как ты к нему готовилась? Были у тебя какие-то вот особые, не знаю, ритуалы или как-то определенный настрой к этому турниру? Может, ты знала, что ты в хорошей форме, и ты покажешь хороший результат? Вообще, я думаю, что это задолго началось до чемпионата Европы. Вот я, наверное, за 1.5 года я поменяла подход к тренировкам. Мы съездили тогда на чемпионат мира на какой-то, и на командный. Я вышла играть против кореянки, Сунг, одиночницы. Я еще до этого ни разу не играла там с топами. С рачунок, но это было 1000 лет назад, и то есть прям с топами я до этого не играла. Я, честно говорю, не помню, какой это год. Но если в 17-м или 18-м я на Европе заняла. Самая значимая победа, я даже не помню, когда. Было и было. Это было очень прекрасно. Вот. И я поменяла подход к тренировке, потому что я вышла играть с этой кореянкой, я подала ей высокую подачу, и Валан у меня такой уже вот здесь лежит, а я просто стою. Я говорю, как он здесь... Ты только успела повернуться. Как он здесь оказался? Это вообще был позор. Хотя мне казалось, что я очень много тренируюсь, очень много там вкладываюсь, такая вообще классная девчонка. На самом деле нет. То есть поменяла очень сильно подход. Я стала следить за тем, как я выполняю удары, с какой скоростью я их делаю, чтобы я стала прямо на тренировках. Мы летом там ездили на
сборы, и я вот все там сборы 2 недели вот этим занималась, только следила за собой, что я делаю, как я перемещаюсь, я старалась себя везде подгонять, меньше ошибаться. Я там ставила себе задачу ни разу не ошибиться. Там у меня есть такая фигня, что я могу раз и просто отдать с приема ошибку какую-нибудь грубую сделать и проиграть очко вообще, даже его не начав. То есть я ставила себе минимальные какие-то задачи. Здесь не ошибиться, здесь за этим следить. Там делаем какую-нибудь простую мельницу, там 5 минут, чтобы я ни разу там не ошиблась. Вот у меня за это время произошел вот такой достаточно качественный скачок Подъем. в игре, да. Потом я потихонечку стала ездить на суперсерии и на такие достаточно хорошие турниры. Уже другого Да, уровня, где да. ты уже... И играла вот с девчонками, которые мне срезку били, а я даже не успевала среагировать. И как бы за все это время, я думаю, я очень хорошо поднатаскалась к Европе. Плюс еще психологически. То есть вот эти турниры, они мне дали такой хороший толчок. И у меня даже уже на Европе не было, например, такой нервозности. Когда я выходила играть, я достаточно спокойно себя ощущала. Ты, наверное, уже всех знала, к скорости привыкла, для тебя не было и там вообще еще как бы ничего. я со многими девчонками там уже играла много раз, то есть и поэтому... А за 2 недели у нас тоже были сборы, и я просто дофига работала. И спасибо там Клавдии Геннадьевне, она меня всегда, вот действительно, что она делала хорошее для меня, она меня ставила в комфортные условия, то есть она ставила меня с пацанами тренироваться. То есть она никогда мне не ставила слабых игроков. Она мне всегда давала возможность. Я могла играть одиночку. Вова Мальков тогда играл. Я могла с ним играть одиночку. Хороший спарринг. Блин, ну реально. И он играл со мной. полную силу. То есть Вован играл со мной. Вот это вот меня всегда, что мне в нем нравится. То есть меня с ним ставили. Ну что, блин, там, он мог пешком да. походить, Ну, да. там вообще на пофиг, выиграть там под 20 даже. Нет, он носился, там бегал, мне бил смеш. То есть он меня вообще как-то там не выделял. И он, ну, я ему за это тоже благодарна. Хотя у него у самого тогда тоже Европа была, он же тогда тоже как бы играл. И на самой Европе, когда я приехала, я тоже все время поддерживала физическую форму. То есть у меня, например, вечером игра, я утром тренируюсь. Я могла, если я считала, что недостаточно хорошая игра была, недостаточно там я физически выложилась, я могла потренироваться еще после. И вообще это потом тоже очень хорошо помогает. И на всех турнирах, когда ты приезжаешь, ты еще дополнительно учишься работать. И это все так делают. Все азиаты, все европейцы. То есть, грубо говоря, у тебя всегда практически на таких уже высоких турнирах у тебя одна игра в день. Ну, всегда. Да, стандартно. Ты знаешь расписание там за очень долгое время. И ты спокойно можешь себе спланировать там, утром я схожу там в тренажерку, днем там час поработаю на технику, а вечером буду играть. Или, ну, наоборот. Я вообще, наверное, я бы людям посоветовала так себя вести на турнирах, что всегда держать себя в форме. Ну, это не на наш, когда у тебя 15 игр или 10, может быть, в день, наверное. Там ты сам просто Да, держишься. просто в форме, в принципе, ты приходишь и... Ты даже Разрываешь размяться не успеваешь, потому что как бы нон-стопом, да. Ну, блин, у нас еще тоже есть такое, что ты все 3 категории играешь. Да. Мы недавно разговаривали с Саньком Сорокиным о том, что кто-то, я не помню про кого, что кто-то не понимает, как вот играть микс там или пару. Я говорю, ну, он там больше одиночник. Он говорит, в моем детстве не было такого. Больше одиночник, там больше парник. Ты играешь все. И я тоже. Я играла все. Вот я даже тот чемпионат России, который выиграла, мы тогда еще вторые с Толяном стали в миксте. То есть я играла пару, микс, еще и одиночку. В своем в том же состоянии. Никого не волновало вообще. Всем все равно. Ты все играешь. Ты универсал, ты все умеешь. Даже Алина Давлетова, да, она парный игрок, да, там хорошо, микс, пару, все очень круто. Играла одиночку. И по своему возрасту она ее, ну, я думаю, выигрывала. Ее никто не волновал, что она там маленького роста, что-то где-то ей, может быть, неудобно. Ямагучи тоже Ну, вообще, как бы, да, и все. И никого это не волновало, поэтому... А этот подход ты для себя как-то выработала? Что ты приезжаешь на соревнования, вот на Европу, ты ж где-то Да. с утра можешь Сама. потренироваться. Ну, И, как? в принципе, подход вот тренировочный, как ты сейчас рассказала, до Европы. Ты сама их Ну, для себя поставила? Или ты с тренером обсуждала? Я думаю, их? что... Ну, я все равно все, многие вещи обсуждала с тренером. Все, что мне приходит в голову. То есть, вообще, спасибо Игорю Борисовичу большое за то, что он никогда от меня не отмахивался. То есть, всю жизнь он безусловный авторитет для меня. Он всегда, то есть, если я думаю, что надо сделать так. Я думаю, что мне тут надо там взять там 5 дней отдыха, а потом я снова начну с новыми силами. То есть, надо ехать на этот турнир. То есть, план какой-то
тренировочный план. Он всегда прислушивался, никогда не отмахивался, никогда. И я думаю, что еще и благодаря этому он хорошо рос как тренер. То есть он стал ездить там со мной на турниры, он год со мной отъездил. И всегда как бы мы вместе все с ним обсуждали, он смотрел игры, он вообще такой человек, который он всегда как бы старается двигаться вперед. И очень-очень вот он мне в этом плане помог. Поэтому я думаю, что мне что-то приходило в голову, а он где-то мне помогал это корректировать. И не только он. Вот у меня мама, например, она спортивный врач стала благодаря тому, что тебе. я вообще она типа патологоанатомом была. Но когда я там стала спортом заниматься, она очень сильно как бы начала всем этим интересоваться, и как там правильно мне массаж делать, чтобы какие-то... Все равно есть особенности у тебя. То есть где что-то побольше болит, где-то поменьше. Где-то больше перекос, где-то поменьше. И как бы она вот... И все травмы, все она мои и вылечила, и все. И то есть и в этом плане она мне тоже помогала, что надо здесь снизить нагрузку, здесь наоборот увеличить. Я вот вижу, что у тебя вот эта вот мышца там, грубо говоря, недонакачана. Ну, то есть это вообще на самом деле круто. Это то есть круто. когда человек делает тебе массаж, она вот Конечно. прям чувствует твое тело и может Персональный. очень вообще, круто. По Я жизни тебя вообще, ведет, да? да. Знает всю историю болезни. Может очень помочь, да. И У тебя прям команда прям большая целая была, команда, понимаешь, да, которая прислушивалась да, к тебе. Да, это большая команда. И я тоже недавно кому-то это говорила, что очень много людей вообще были задействованы в том, чтобы вот я стала тем, кем стала. Там, помимо, там была еще Юлия Сергеевна. Возьмем, например, тот ребят спарринг мой. То есть Юлия Сергеевна, я говорю, мне надо там 2 пацанов сегодня на утро, чтобы они мне валаны понакидывали. Ну, так найдем. И пацаны соглашаются, приходят, до сих пор работают со мной, и тогда тоже. То есть я вообще говорю там... Жень, ну как можно тебе отказать? Да, нормально. Нужно 2 пацанов. Нужно 2, будет 2, надо 3, возьмем 3, да, все. Мне повезло в этом плане. Вот здесь вот мне повезло. Здесь, да. Вот здесь Ну, мне это, повезло. знаешь, такое Вот это везение такое прям очень мало крутое. у кого такое. Да, мне еще есть. говорят иногда, да ну у тебя вот такая мама, да вот у тебя такой вот тренер, вот поэтому ты так... Я говорю, блин, извините, мне за это прощения попросить надо, что ли? Типа, ребята, извините, Да. что у меня такое есть, а у вас нету, ха-ха-ха, да? А расскажи свой вот тренировочный, не цикл, а тренировочный план на неделю. Да. Примерно в двух словах. что Там, за Мы запишем. допустим, вопрос? там 2 тренировки у тебя там в день, когда-то восстановление, когда-то отдых, Ну, когда-то игры. Сейчас я стараюсь тренироваться 3 дня я тренируюсь, день отдыхаю, 3 дня тренируюсь, день отдыхаю. 2 тренировки в день. Стабильно. Всегда То есть 2. В зале с всегда. валаном или это может быть тренажерка? Это может быть тренажерка, в зависимости от того, к чему ты готовишься, когда там у тебя турнир, или ты просто там, тебе сейчас надо ОФП там подтянуть, а турниров ближайших нет, и ты в основном упор делаешь больше на физику, там, и поменьше вообще с воланом работаешь. То есть, но стабильно 2 тренировки в день. Особенно если идет цикл 3-1, ну там что, 2 ты работаешь в день. Раньше я думаю, что я работала часов 6-7 в день. Сейчас это сократилось, но не всегда. То есть сейчас я стараюсь обратно вернуть то, что сколько я раньше работала. Еще мне люди сейчас просто в последнее время говорят, мне кажется, ты слишком много отдыхаешь, Женя. Не устал отдыхать? Да, такое тоже говорят, знаешь, поэтому я считаю, что вообще 6-7 часов в день как бы это такое хорошее. Ну, это как мне сказали, что аксессинг, когда у него, говорит, выходной, он приходит и работает подставки на месте. Я говорю, офиг, нет, я до такого выходного еще пока не доросла. Аксис. Да, до такого выходного я еще не доросла. Женя, что для тебя отдых? Вот как ты проводишь свой, как ты восстанавливаешься, как ты проводишь свой отдых? Ну, восстановление, если говорить конкретно о восстановлении, то там в баню сходить, в бассейн поплавать, погулять по свежему воздуху, это тоже так, массаж. Угу. Либо спишь весь день. Тоже. Лежишь просто на кровати, нет? спишь весь день, у тебя все хорошо. Слушай, Женя, а чем отличается подход к тренировочному процессу у тебя на месте в Казани и в сборной? Ну, конкретно у меня, я за всех отвечать не буду. У тебя. Я дома больше индивидуально все равно работаю. То есть я больше могу сама спланировать свой день и решить, что мне нужно делать. И больше, под себя говорю, опять же, все подстраиваю. То есть на сборах такого все равно... То есть все равно есть индивидуальный подход, одиночники, мы работаем, объем не меньше абсолютно. Спарринг у меня крутой.
И дома тоже крутой, но все равно там мы все вместе как бы работаем, и поэтому и план, и все остальное как бы составляют тренера. Сейчас у нас Вова Мальков, но вот он как бы весь план разрабатывает. Но респектую Вове за то, что он как бы всегда открыт для диалога. То есть ты можешь ему написать, и он, не то что с пониманием, он хорошо воспринимает. По крайней мере, опять же, меня. Не знаю, там у всех свои отношения с людьми, поэтому в данный момент по тренировкам мне и дома, и в сборной комфортно. Мы говорили уже в выпусках про контакт твоего персонального тренера, да, в Казани и тренера сборной. Есть какой-то между ними контакт? Допустим, он может позвонить и сказать, вот Женя там перегрузилась, либо там еще что-то, может быть. Нет, в основном все идет через спортсмена, через меня. То есть да. Ты передаешь информацию. Типа того. Но я считаю, что это все равно должен быть у людей. То есть я должна быть связующим звеном, но какая-то прямая связь люди должны общаться между собой, да. Потому что, я спортсмен. У тебя свои задачи есть? Свои какие-то, и свои приколы есть. Может быть, я недобросовестный спортсмен и скажу, мне вот на сборах сказали, что сейчас мне 3 недели надо дома отдохнуть, и вот это вот делать не надо, например. Как ты думаешь, почему такого контакта нет? Не знаю. Я, честно, может быть, у людей свое видение. Может быть, людям кажется, что важно работать через спортсмена только, что там личный тренер не важен. Или важен, то есть лично для меня, например. А там главное найти контакт со мной. Это я никогда так не спрашивала. Если у тебя какая-то там будет проблема, да, которую ты не можешь там решить для себя, в плане бадминтона, там, тренировок и всего прочего, ты будешь к кому обращаться? К своему тренеру. К Игорю Борисовичу или к Вове Малькову? 100% нет. 100%. То есть он для тебя такой главный тренер? Да, я сразу говорила, он для меня авторитет просто, да. Самый такой, высшая инстанция. То есть в идеальном случае лучше всегда с ним советоваться при построении тренировочного плана для тебя? Да, конечно, для меня, да. Он меня лучше знает. Хотя в последнее время я лучше себя сама все равно знаю. Лучше меня никто меня не знает. Я в последнее время просто и дома тоже тренировки сама в основном себе составляю и все делаю, потому что там Юлия Сергеевна очень выручает сейчас. И так. Но она такая психологическая больше поддержка. Поэтому... это важно, на самом деле. Это важно. Особенно в бадминтоне. Это важно, да. Она иногда сзади сидит. То есть Горбарич там не мог с нами поехать там на чемпионат России. Я шучу, что вот у меня этот чемпионат самый легкий получился, потому что там никто сзади на меня не сидел, не орал, не давил своим. Ты опять ошиблась. Надо здесь локоть повыше поднять. Или вот так вот недовольно сидел просто. Я никогда не слышал, чтобы Игорь Борисович орал. Такое есть? Что, ты издеваешься, что ли? Я не видел. На соревнованиях... Глаза закрывал, наверное. На соревнованиях правда не видел. Ни разу не видел. Рассказываю историю. Мне кажется, ее все знают уже. Я на Суперлиге проиграла Вике Слободенюк. Мы играли в Питере, Комета, по-моему, там такой зал, да. И Игорь Борисович увел меня в угол и орал на весь зал на меня. Я думаю, зачем выводил в угол? Мог бы, в принципе, посередине по центру стать. Просто все. Мы просто стояли в углу, и он орал на меня на весь зал минут 40. Я уже думаю, какой кошмар. Но он орал, как ты думаешь, чтобы ты тебя какое-то донести, чтобы что-то тебя в чувство привести, что ты делаешь? Женя, ты научишься вообще играть, будешь делать что-нибудь, что я говорю. И поэтому, когда нет, он всю жизнь кричал. Мне кажется, спокойно сюда сидит. Тебе казалось. Да? Да. Ладно. Нет, он просто такой эмоциональный достаточно, и он, видимо... я осуждаю это, конечно, он когда переживает, тоже не может эмоции какие-то свои сдержать. Были моменты, когда вот он не орал, например, когда я на одном чемпионате России с Настей Семеновой в 3 партии играла, я проиграла вторую, он просто мимо меня вот так пошел, мне Ира Хлебкова потом скидывает видос, он мимо меня проходит просто и мимо, ничего, по видео как будто мне ничего не говорит, он мне говорит, сама себе проблемы создала, сама их решай, и уходит. А я пойду кофе пить. Он просто перешел с другой стороны на другую, да? Просто он даже не останавливаясь, он сказал, просто мимо. Мне Ира говорит, хорошая поддержка, она мне говорит, ты скинула это видео, я говорю, ты бы слышала, что мне сказал еще? Прикольно. Слушай, Женя, а вот чем
помнишь, наверное, твое первое попадание в сборную и в сборную сейчас. Есть какие-то отличия? Чем отличается? Обстановкой, может быть, либо подходом? Состав. Состав. Сильный, слабый. Когда я тогда попала первый раз в сборную, там блин, мне так страшно было. Потому что там были такие люди, как Виталик, Саша Николаенко, Нина Вислова, Лер Сорокин. Ну, то есть вся основа. Ваня, Вова. Вот, и было страшно даже мне. И какое-то там... Было за кем тянуться, было на кого смотреть и как работать. Мне кажется, сейчас больше... Но мне не кажется. Сейчас твоя роль. Какая моя роль? Как? До свидания, я не хочу быть старшим. Я не хочу быть старшим. А за кем ты хочешь тянуться, если ты так же не 10 бывает. раз уже стала Да, чемпионкой? так же не бывает, Жень, ну как? Это мы приехали на какие-то сборы у нас уже в Челябинске, да еще тогда точнее. И мы приезжаем, и я понимаю, что я самая старшая. Теперь я должна орать на детей, когда они не спят в тихий час и мешают мне. Это я буду на них, не на меня буду орать, а я буду орать. И сейчас все равно очень сильно, да, я взрослый человек, да, там Серега, да, на нас вроде как должны смотреть, но вроде как. То есть все равно тогда как будто бы было больше за кем тянуться. Я не знаю, произошла ли смена поколений. Просто в какой-то момент ребят очень хороших, которые могли поднатаскивать тех, кто сейчас молодые, их убрали. Я считаю это ошибкой на самом деле. Потому что сейчас ребята, которые особенно парники, одиночники еще ок. То есть мы все равно плюс-минус там нормально собирается команда, и если все работают, стараются, то такие хорошие и спарринги, и активные игры достаточно, и тренировки, и то, что Вова нам дает, у нас Но опять же, по пацанам. То есть это все, что я сейчас говорила, это применимо только практически к пацанам. Девочек все равно такого количества нету. И опять же, я говорю, я со своей колокольни говорю, мне так классно, я-то с пацанами тренируюсь, у меня вообще все хорошо. А пацанам с кем тренироваться? Да, это Серега говорил, что Женьке-то хорошо, ей дали 2 мальчиков, и она себя отлично чувствует, ей создали скорость, какую ей надо. А, грубо говоря, ему-то что делать? Там можно расти, да, чтобы кто-то был. А по парникам я считаю, что то, чего сейчас не достает им, да, они работают, да, стараются ребята все. Никого такого прям ленивого, и кто ничего не хочет делать, и ходит там с ноги дверь открывает, таких нету. Никого. То есть все плюс-минус работают на сборах, и никто никогда... Да не бывает такого, что у тебя 24/7 классное настроение, ты всегда готов работать. Конечно, Понятное особенно на сборах, дело. там тебе накапливается все, и тоже под конец сбора у тебя уже Ты может... поныть хочешь, и здесь хочешь что-то схалявить, но в основном все стараются. И поэтому я считаю, что не хватает именно крутого спарринга им. Кто может, как тот же Вован. Он сейчас выходит на Суперлиге Вован, они проигрывают ему. Он просто давит, он ни хрена не тренируется уже сколько? 3 года, нормально. Он их просто... Да, они выходят, мне кажется, они первую партию просто проигрывают только из-за того, что вышел Вова. Вышел Вова, сейчас будет лупить смеш. Очень с высокого этажа. Высоко полетит и сильно, возможно. Да, и и этого им не хватает всем. Знаешь, выиграть он сейчас стал министром спорта, у министра спорта тоже чревато бывает иногда. Мало ли, там что, как жизнь повернется. Придется с ним дружить, да. Нет, я думаю, что... То есть сборная, в принципе, могла бы быть и посильнее, конечно, да, по составу. Родиона, понятно, там не хватает. Например, тоже там Максим Оглоблин, явно бы он там усилил бы состав. Слушайте, есть такая тема. Все говорят, что Макса надо взять, надо в сборную его. Я ничего не говорю, я тоже так же придерживаюсь своего же мнения, что можно было на какие-то сборы звать Саню Зинченко, Костина Абрамова, того же Вована. Сейчас уже нет, потому что, извините, министр спорта, не до этого. Извиняюсь, да. Но, например, возьмем Максима. Опять же, насколько я знаю, его звали на сборы. Просто он пару раз отказался на них ехать. И такая политика, что, не хочешь ездить на сборы, ты отказываешься. Максим, что отказался? Тебе вопросики. Так, сейчас Максим, придешь. если что, я сказала, что у меня такая информация. А то мы только вчера с ним помирились, поэтому не хочется. А сегодня уже, может... А сегодня опять поругаемся. Нет, поэтому я считаю, да, его, конечно, можно брать. Но была информация, что Клавдия Геннадьевна сказала, что ты какой-то странный, и я не знаю как ты играешь странно. Возможно. И поэтому давай-ка... Не бывает. У тебя не будет. Она может. Был прикол на чемпионате Европы командном, когда мы играли с Катей пару в Казани, и она мне подошла и сказала: Жень,
подсказка. Жень, ну давай включай вот эти свои все штучки. Штучки вот эти твои, дрючки. Какие штучки? Ну, вот эти свои, как ты умеешь. Я думаю, что это какие штучки я умею делать. Поэтому, и возможно, я честно, то есть, да, я тоже это слышала, но я не знаю. Не отрицаю того, что, да, Макс круто играет. То, что его звать, если он может. Достоин. Усилить. Достоин. Макс, Состав. ты достоин. Одобрено. Какой ты видишь выход, что нужно сделать, чтобы, возможно, какие-то сборы, вот вы ездили в Китай, да, играть, что нужно сделать больше? Ну, для ребят, чтобы у них было больше спарринга. Да черт его знает. Как это я ответить должна на этот вопрос? Но они вот сборы в Китае, в Ну Малайзии, вот мы они ездили, помогают? они крутые, конечно. И вот в Малайзии я вот с парниками даже тренировалась. Я Витю попросила, говорю, что ты, говорю, вообще как будто бы не готова играть в одиночку. Да, говорю, хочу, ну, чтобы это... прикольно себя почувствовать. Говорю, можно я, говорю, пару потренирую? Он такой, да, вообще без проблем. А мы с Алиной тогда Брикс только сыграли, по-моему, или еще не сыграли уже. И я пару тренировала и на сборах, и все, и думаю... И там, ну, хороший спарринг был, там были все вот понятно, эти... что же спарринг. Там все вот эти были самые крутые мои любимчики, Гохтан, то есть и... Тео был... Нет, Онг был, Тео был там в Германии, по-моему, он тренировался. И, короче, я говорю, пожалуйста, Виктор Викторович, говорю, можно я, говорю, с парниками потренируюсь? Он такой, да, без проблем. Пришла вот ко мне двух мальчиков, Вохтана, и вот Тео тебя, да, зовут? Давай. Нет, это он. Ну, давай ты, ладно. Ну, сойдет. Нет, это было еще так, это смешно. Они такие, а ты что, говорит, здесь делаешь меня? Ты же, говорит, одиночки играешь. Я говорю, я и пары Я одиночки все играю. Сейчас вам покажу здесь. А в России, говорю, так можно. Да, на такие сборы, конечно, если поехать. Во-первых, у ребят сейчас вот то, что нет международных выездов, у них появляется какой-то заряд. Им прикольно, видно прям, они там очень стараются, да, где-то не получается, но вот этот вот заряд они получают. Это круто. На какое время хватает заряда? Для мотивации. Для мотивации. У меня вообще как бы все нормально с мотивацией, у них не знаю. Но все равно это исчезает. То есть, когда ты даже вот ты ездишь постоянно на турниры, на вот эти международные, где у тебя вот эту скорость дают, ты, да, круто играешь, там, приезжаешь домой, да, ты вообще супермен. Проходит Какое-то 2 недели, время, 2 недели проходит, и ты уже не супермен. скатываешься. Ты уже далеко не супермен. Как бы, поэтому всегда это надо поддерживать. Ну, либо надо еще уметь себя, ну, вот то, что я говорю, делала, очень жестко следить за собой на тренировках. Ну, да, ну, это такой шаг очень, ну, правильно, осознанный, Очень, серьезный. да, ну, Это я шаг говорю. взрослого Взрослого. человека, профессионала. Ребята, я взрослый человек, спасибо. Да, я говорю, но это надо прям очень сильно захотеть. У меня тогда была мотивация, я очень сильно хотела играть на международной арене. Хорошо, и как бы сейчас... Я думаю, что все будет нормально, если они будут работать. Ребят, работайте, пожалуйста, чтобы я здесь не ударила в грязь лицом. Так, ну давай тогда поговорим, что дальше. У тебя по карьере, какие вообще перспективы есть, потому что обсуждается активно нейтральный статус. На какой стадии нейтральный статус у нас в сборной? Я не знаю. Почему, я не знаю. Потому что я никогда этим не интересовалась в плане того, чтобы играть в нейтральном статусе. Я за эти, 3 года наговорила столько и сделала, что вряд ли меня вообще какая-то международная комиссия допустит играть. А вдруг допустят? Я думаю, что Что ты нет. сделал такому? Ты что-то Сделала. пропустил? Ну, как бы я съездила в Крым не раз. Ну, все. Например. То есть я знаю, например, сейчас девчонки отказали в нейтральном статусе за то, что она написала открытку на 9 мая. Да, было. Ну, это было. жесть. То есть это даже никак не связано с СВО, никто не... То есть она не высказывалась никакую поддержку, просто как бы 9 мая, сорян, это праздник как бы всей нашей страны, конечно. извините. Ну, а вот наш министр спорта сказал, нам надо играть в нейтральном статусе. И вот сейчас наша федерация подаст, допустим, одобрят тебя играть в нейтральном статусе. Ну, Я естественно, не поеду. без гимна, без флага. Ты не поедешь. Я не поеду. Я считаю, во-первых, должна быть у человека какая-то гордость. У тебя... сейчас я объясню. Должна быть какая-то гордость. То есть тебе говорят, ты поедешь без флага. Ты такой, ладно. Ты поедешь без гимна. Ладно. Ты должен подписать бумажку, что ты против всего плохого, за все хорошее. Ты такой, ладно, это ты сделаешь, хорошо. И ты вот все каешься, что-то там просишь прощения, за все извиняешься, там не ходишь на какие патриотические там митинги. Вообще такой примерный человек. Тебе потом раз такие говорят... Нет, не поедешь, все равно. Мало говорил. Мало просил, мало извинялся. мало извинялся, мало хорошего делал.
То есть, раз тебя в грязь лицом, и ты такой, блин, мало унижался, буду еще. У спортсмена должна быть гордость. Как ты собираешься выигрывать, если у тебя ее нету? А где выигрывать? Вот где ты хочешь выигрывать? Ты Ну, же понимаешь, что у тебя я карьера понимаю, все. Вот, да, вот, я например, международная. Я Да. понимаю. Ну Вот ладно, такова жизнь. Надо иногда чем-то жертвовать. У тебя есть какие-то принципы. То есть, ну, у меня они есть. Почему я не могу, то есть, их отставить? Я вот, кстати, очень переживала за это. То, что в какой-то момент, возможно, это и произойдет. Не знаю, надеюсь, что нет, что я сдамся и такая, да, вообще пофиг, поеду. Мне вот все равно, мне без разницы, что у меня там нет ни флага, ни гимна, ничего. Мне все равно, там, я хочу, грубо говоря, просто играть. Пока как бы придерживаюсь своей достаточно такой твердой позиции. Но если тебе вот не будут говорить, что ты там, ну, кайся, не кайся, там, подписывай, вот, допустим, не нужно будет тебе это все подписывать. Вот как обычно у нас подают на нейтральный статус, все. Хорошо, а почему нейтральный статус у нас? За что? Давай сейчас об этом поговорим. За что у нас нейтральный статус? Ну вот за что? Почему меня... это- Нет, а почему лишают? За что тебя лишают флага и гимна? Ну, почему ты должен быть отличаться от каких-нибудь других спортсменов? Естественно, то, что лишают нас флага гимна, это бред полный. Нет, вот, давай... Да, смотри. обсуждаем, Да, это полный бред. Ну, так получилось, что мы живем вот в этих реалиях сегодняшних. И вот даже наш министр спорта, он, допустим, тебе говорит, слушай, давай ты будешь... Я поняла, к чему ты ведешь. Да. Я считаю, что вообще, то есть, ну, какая разница, что мне сказал министр спорта? То есть, если у меня есть убеждение, что я хочу ехать без флага и без гимна, да мне без разницы, что он сказал. Я поеду и без флага, и без гимна. И одобрил он, не одобрил, я вот все сделаю, но поеду. Ну, поменяю гражданство, в конце концов. Сейчас он сказал, ребят, вы классные, можете ехать. И я должна тут же такая, я поеду, да? Ну, то есть, неважно, что говорит... какой-то, извините, пожалуйста, мне очень нравится наш министр спорта. Это не то, что министр говорит, вот такая повестка пошла, что вот в сборной, да, вот надо ехать. А если тебе скажут, слушай, ты в сборной не будешь, тогда? Ну, тогда не буду в сборной. То есть у тебя жесткая позиция. Прям ну, я надеюсь, что да. По крайней мере, я говорю, то есть, опять же, почему вот мы не то есть, почему нас лишили? Мы знаем все, почему нас лишили, но это тогда не спорт, это не о спорте речь. Это речь, да, о политике, и это стрёмно. Спорт, он вообще как бы должен объединять, он несет там мир, он объединяет людей, он не разъединяет их по национальному признаку, по половому признаку. Нет, разъединяет по половому, типа женскому-мужскому, это понятно. Ну, то есть у каждого человека, типа, вот есть какая-то там международная хартия спорта или физической культуры, и там прописано, что каждый человек имеет право заниматься спортом, и никто не должен его этого права лишать. И вообще, что спорт, он направлен на то, чтобы объединять людей, а не на то, чтобы их разъединять. И вот такая вот у меня позиция. Ладно, я говорю, я там что-то... Я и люблю 9 мая, свою страну, и все поддерживаю, и я за все там... Я за нас. Ну, то есть, как бы, это ладно. А вот, ну, например, тот же Родион, он же хороший, то есть Алина, она же хорошая, то есть Макс, он тоже хороший. Почему они должны ехать под нейтральным флагом, под нейтральным статусом? Почему? Ладно, как бы меня этого лишили, я это поняла. А их-то за что? Так они тоже любят свою страну, тоже... Нет, я к тому, что... Я понимаю, я не об этом. Я к тому, что они же не говорят... Они не ходят на патриотические митинги. Не ходят. То есть не было такого. Не пишут никаких открыток на 9 мая, откровенно. Не носятся с флагами России по Первому каналу. Если бы они даже были открытыми оппозиционерами, что они прям против, они бы тоже не поехали. Да, я об этом и говорю. То есть я об этом и говорю. Что их-то за что? Ладно меня, а их-то за что? Поэтому такая у меня достаточно твердая позиция. Опять же, я говорю, я очень переживаю за то, что в какой-то момент там мне, например, начнут, действительно, скажу, тогда тебя сборной не будет. И я скажу, денег у меня тогда не будет. Надо где-то быть гибче, потому что без денег тяжело. Но я надеюсь, что как бы нет. У тебя не было предложений, когда все это началось, переехать о смене гражданства, либо ты об этом не думала и сразу... Я вообще... Нет, о смене гражданства... Даже вообще никак. У меня вот одна моя страна любимая. Как бы это пафосно... Ты так скоро станешь министром спорта тоже. Как это пафосно бы не звучало. Да, нет. Я, мне кажется, вообще не человек политики. Абсолютно точно нет. И не человек, который бы мог
быть министром спорта Да. или вообще любым министром. Ну, то есть пока что вот в твоем случае только с флагом, только с гимном, когда Да. нейтральный статус вообще это берут и нам разрешат играть, вот Да. тогда. Какой ужас, Женя. Нет, это не ужас. Нет, это Да твоя... не-не-не, Ну, нет, мы я- просто это я ж- переживаем за то, что непонятно, когда вообще это откроют. И... Знаете, Просто что хочется Нет, тебя увидеть на международном международной соревновании. арене. знаете, что я еще рассуждала? Что, с одной стороны, наверное, мне еще легко рассуждать так. Ну, типа, у меня все было в жизни. Ты все У меня все видела? в жизни было, ребят, расходимся. То есть, Я да. не поеду, а вы там... Что можете делать, что хотите, я тут себе сижу. То есть у меня были суперсерии, крутые чемпионаты мира, чемпионаты Европы, командные игры там. Ты все видела. Европейский. Я съездила на Олимпиаду. То есть, да, у меня все в жизни было. Я играла за разные клубы. Возможно, еще поэтому мне так легко рассуждать. А возможно, и нет. Ну, у тебя порох-то остался в пороховнице. Нормально, Ты чувствуешь конечно, силу? нет, я вообще, я бадминтон люблю, и мне вообще с кайфом. Мне нравится тренироваться, я скучать начинаю, то есть я там дней 10 отдохну, мне хочется ракеточку в руки там взять, я без этого как-то пока себя вообще не представляю. Ну и по международным соревнованиям ты Хватит соскучилась. хватит Да, У тебя уже, да, туда... Хватит Коляша уже... ну Да-да, соскучилась. Ну конечно, ты же конечно, смотришь, конечно. следишь, что вообще Или происходит. не там. смотришь вообще Или бадминтон? перестала, да. Очень сложно было первый год смотреть вообще. То есть, когда тебя отстранили, и ты сидишь такой смотришь, блин, ну я там могла играть. А я Я, здесь в принципе, сижу. не хуже, Да, я чем вообще-то могла бы там быть. И что вы эту Европу показываете? Я могла на Европе играть. Я могла играть этот чемпионат мира. И здесь я могла быть. И то есть... И было тяжело психологически смотреть, и что-то там это. И сейчас я потихонечку к этому возвращаюсь, потому что бадминтон все равно постоянно меняется. Все меняется, скорости, удары. правила сейчас. Да, сейчас правила еще поменялись, еще прекрасно. Вот. И то есть, и ты должен быть, ну, в тренде, всегда должен следить и всегда должен меняться тоже. И если ты не будешь смотреть турниры международные, то где учиться? А что ты думала, что ты думаешь сейчас поменялось в бадминтоне за последние 5 лет? Не знаю, как будто бы сильно силовая игра ушла. То есть больше стали люди быстрее передвигаться, быстрее удары делать, и именно такие вот острые какие-то, хлесткие. Ну, я за одиночку, наверное, говорю. То есть, а вот это вот прям жесткая силовая игра. Я это давно, кстати, заметила еще, когда Толян Ярцев играл, тогда датчане только это первое как бы начали делать. Он тогда играл против то ли Антонсена, то ли против Аксельсона. И вот Толян этот смеш свой бьет сильный и вообще очень классно высоко прыгает. И всем пофиг. Всем пофиг. Там Они держат. они играют, они мало того, что держат, то есть они раз один острый, хороший удар, и ты просто такой... Ну, они Не- катают, раз, Да, чик, нашли момент, Да, ударили. да. И вот в эту сторону сейчас очень двигается хорошо. Очень нравится мне... Как играет, мне не нравится Ан Сьянг, но мне очень нравится ее передвижение. Блин, ну это очень Чёткие, круто. чёткие. Вообще, я не знаю, это нужно родиться, чтобы так передвигаться. То есть я не знаю, как это можно выработать, что настолько экономно, и она точно знает там, куда, где выйти, и чтобы быстро подойти к валану. Ну это вообще, это очень круто. Я завидую. Я завидую, сижу дома в кровати на диване. А у тебя есть кумиры? Были ли у тебя какие-то кумиры, на кого ты смотрела и хотела равняться, так же играть? Можно что-то перенимала, какие-то элементы, техника? Также играть... Мне всю жизнь очень нравился Линдан. Вот вообще, то есть я особо больше ни на кого никогда, мне кажется, реально. В принципе, Прям вообще. Хороший идол, да. Я даже Вы- никогда... Чтобы выиграть женскую одиночку. Я даже никогда ни с кем, мне кажется, у меня есть фотка единственная, там люди фоткаются, да, там с кумиром. У меня только с ним из бадминтона фотографии. Если я, мне кажется, храню, он очень... Мне казалось, человек просто, ну вот рожден был для того, чтобы в бадминтон играть. И я вот его игры смотрела, и ну я просто в восхищении там была всем. И вот эта энергетика, и на площадке, как он себя вел, и как очень круто. Из одиночниц мне Тай Цзюинг нравилась. Хорошая у нее рука. Такая же, как у меня. у тебя получится. Наверное, да. Ну, то есть и нравились ее ударчики, вот эти, где обманочки она всякие прикольные делала, особенно когда вот она только-только вот поперла и прям все начала подряд тоже выигрывать.
Вот эти вот ее хорошие, когда она на сетке раз что-то могла как-то завернуть, когда она бэкхенд, я один раз не играла, загнала ее назад, она мне бэкхендом просто выбила снизу. Задний на задний, Я снизу. такая думаю, я тут высокодалекие 2 училась делать. А тут, видимо... Справа, а тут вообще просто человек. То есть там тоже сумасшедшая очень и рука, и кисти. Были моменты, когда я прям какие-то копировала, мне кажется, ее и движения, и все. А против кого игры тебе так еще запомнились? Вот ты с Ямагучи играла несколько раз, Мне один было, раз да, ты много ее раз. обыграла. Так это смешно. Я обыграла. У человека травма была, кого я там обыграла? Мне еще Игорь Борисович такой говорит, в первой партии я что-то проигрываю. Он говорит, ты, что, не видишь, на выпад сделать не можешь? Я говорю, я ничего не вижу. Мне вообще не до этого. Я тут пытаюсь с собой справиться. И то, что Валан выдувает там в одну сторону, невероятно. То есть я говорю, и все. И вот так вот мне подсказали. Я такая, да, она же действительно не делает там выпад этот. А ты сначала не заметила? Да, ты стала пользоваться. Да, то есть это настолько вот, она же вышла, она бегала, она не просто мне слила, то есть она старалась. Мне очень тяжело вообще, в принципе, играть с японками всегда было. Они же такие защитницы, то есть в основном. Например, с той же Каролиной Марин или Синдху мне было легче. Нелегко, там легко. Пешком, но легче играть, потому что они больше атакуют, больше сами лезут, из-за этого больше ошибаются, и у тебя появляется больше маневренности в том, чтобы как-то их развести, обмануть, и их же, например, когда на них начинаешь атаковать, они иногда топовые игроки, понятное дело, что не теряются, но выпадают местами. С японками мне всегда было тяжелее, то есть они могут бегать, разыгрывать, да, у них все классно, ты там можешь им бить смеш, что-то там пытаться, тужиться, они все просто берут, и мне всю жизнь было очень тяжело именно с такими играть. С Ансион тоже было тяжело играть. Потому что я говорю, я в большинстве своем не понимала, как вот так человек может хорошо передвигаться, а я не могу. Ты по прошествию времени как-то для себя еще дополнительно выработала, где тебе там нужно было прибавить, в каких элементах? Мне не хватало больше бегать или физухи? Всю жизнь терпения. В атлетичности какой-то, возможно, силовой игры. И всю жизнь мне не хватало терпения на площадке. Я считаю, там все талант, говорят, там талантливая у нее рука, там человек хорошо там может там положить, четко видит корт. Я считаю, терпение... я его лишена была на площадке. Я считаю, что это самый главный, самый крутой талант. Когда надо тебе, 2 минуты держать валан, ты его можешь держать, тебе пофиг, там, на ветер дует куда он, ты просто держишь, да, ты можешь в середину где-то играть, да, ты можешь просто отыгрывать, там, не пытаться ничего забить. А я вечно что-то лезу, куда-то что-то пытаюсь тонко сыграть, где-то У тебя же получается? Где? На международных турнирах дома получается. Дома, понятно, получается. А на международных турнирах все равно, то есть, где-то, конечно, получается, очевидно. Но в большинстве своем я считаю, что я начинала лезть в какую-то... То есть вместо того, чтобы разыгрывать человека, там, повыше назад ударить, поближе к сетке, я там начинала какую-то плоскую игру с человеком, которому вообще, то есть, не надо так играть. И из-за этого начинались какие-то дурацкие ошибки. Я вообще лезла, не туда. Потом была тема, что ты начинаешь ошибаться, и я быстрее встаю, там, начинаю там следующий розыгрыш. Не чтобы там не видеть, говорит, Жень, упади, вызови врача. Не знаю, говорит, поменяй валан. Ты, говорит, куда бежишь? Ты, говорит, проиграть быстрее хочешь? Я говорю, походу, да. Это мне очень сильно мешало всю жизнь. А так во всем всегда надо прибавлять. То есть нету такого, там топовые игроки играют. То есть пахать. Еще больше. Это 100%, да. Нет какого-то секрета, как стать крутым игроком. Да просто много работать, очень много, и не останавливаться. И чтобы у тебя какие-то вещи, проблемы, они тебя вообще не останавливали. А чего не хватило с Каролиной Марин, например? Когда? В финале? На финале, да. Тогда я растерялась, конечно. Растерялась? Во-первых, это ее был зал, то есть он в ее честь там назван, она там тренировалась в детстве, то есть там все болельщики, никто не оскорблял там меня с трибун, никто жестко там за нее... хлопали, естественно, и за мои очки, когда я там забивала. И знаете, как будто у меня была цель дойти до финала, а потом я такая... ладно, я уже я уже ок.
я уже ок, и можно немножко как бы расслабиться. И, возможно, меня... То есть я не говорю о том, что я ее обыграла бы, если бы было бы там что-то по-другому, как-то я бы по-другому... Ну, была бы игра просто. Я считаю, что особой игры не было, когда вот я с ней тогда играла. То есть именно в голове? Да. Из-за головы. То есть я могла бы, я думаю, именно лучше какие-то вещи сделать. Не выиграть не знаю, вряд ли. Что нужно было сделать вот до этого? Как-то, ну, то есть настроиться На весь по-другому. турнир, на весь турнир настроиться. Нужно, то есть вот у тебя первый день и последний, да, и ты играешь их все, и все время. Я в финале, как же классно. Ребята, все быстрее меня поздравляйте, я уже молодец. Нет, так это не работает, я считаю. Слушай, а какой ты себе совет дала бы в начале твоей карьеры бадминтонной? Поменьше бы обращать внимание на людей, которые, в принципе, не должны иметь для меня значения, и которые как-то вот... Когда ты думаешь, а вот этот сказал, наверное, я здесь плохо тренируюсь. Или вот это... То есть у меня, мне кажется, вообще, в принципе, с головой проблемы. Именно в основном. То есть, когда мне кто-то что-то сказал, или где-то я сильно упала духом и там перестала в себя верить. То есть, я бы себе сказала: Жень, да, перестань там обращать внимание на все кругом, слушай только вот людей, которым ты действительно там доверяешь, и себя. Вот внутренние какие-то силы найди. Не останавливайся. Да, там ты проиграешь, ты 10 раз проиграешь, ты 20 раз проиграешь. Ну и что? Все равно как бы найди себе силы там преодолеть это и пойти дальше. То есть у меня нет проблем с работой на площадке именно того, что какие-то там физические упражнения делать там. Я спокойно выкладываюсь. А вот именно какие-то психологические, ментальные вещи, они мне даются тяжелее. А как ты борешься со стрессом на корте, когда происходят какие-то Да никак. Ко мне вот Стас подошел с девочкой, тоже сейчас вот турнир был в Казани, она там плакала на трибуне, что-то, и он ей к ним подошел, а я тренировалась с Никитой Мулеевым. Он говорит, Жень, говорит, можно там тебя отвлечем? Я говорю, да. Он такой говорит, вот скажи, говорит, ты перед играми нервничаешь? Я говорю, конечно. Перед любыми. Он такой, девчонки там, говорит, вот, говорит, видишь, а как ты, говорит, с этим справляешься? Я говорю, да никак, выходишь просто играешь. Что ты сделаешь? То есть я нервничаю перед любой игрой. То есть я играю с 12-леткой. Мне все равно, я выхожу и переживаю. Да, я переживаю, мне сложно. То есть первые очки, я себя утешаю. Так, у тебя там есть как минимум 42 очка, чтобы все исправить. Потом уже как бы по ходу, да, тебе страшно, у тебя где-то руки дрожат, ты там нервничаешь. Что ты уже сделаешь? Просто играешь, и все. И пока либо это не пройдет, либо борешься с этим как дурак до конца этого, до конца матча. А был ли у тебя в твоей карьере психолог, кроме мамы, с кем-то ты работала, может быть? Сейчас работаем по сборной. С психологом год уже, да больше уже, наверное, года 2. Помогает? Да. Частично. Не тяжело, потому что я иногда использую психолога как человека. Вот у меня какие-то эмоции накопились жесткие, там, ночи много. И я просто пришла и использовала человека как эмоциональную яму. То есть все то, что у меня там было плохого, высказала и ушла. То есть, наорала, да? На человека. Ты чё? Нет. И то есть, как бы, так, мне кажется, психологическая помощь, она не работает, честно говоря. Вот. Так что сейчас вот так. Если говорить по-честному, меня мама реально хорошо в этом плане помогала. Серьезно. Мне даже вот Юлия Сергеевна говорит, надо же, как тебе, говорит, повезло. Я, говорит, таких людей, как вот она, не встречала, кто может настолько там вникнуть в проблему, абстрагироваться от того, что ты ее ребенок, и как бы давать какие-то тебе реальные советы и пытаться с тобой с этим работать. Это всегда было. Это было с травмами там, потому что я сломала ногу там, у меня болит нога. Я не могу, говорю, это делать. Нужно там разрабатывать, заново учиться делать движение. Твой ребенок, тебе его жалко, ты ему хочешь сказать, наверное, там, да иди сиди, господи. Нет. Моя мама надо. То есть, да, ты там сможешь, да, я знаю, что там тебе больно, но надо, и все. То есть, в этом плане вообще, как бы, я говорю, мне с людьми отлично, вообще повезло хорошо. Не жалела тебя, да, так? Меня никто не жалел. Надо, делай. Болит, делай. Будешь делать все равно.
хватает ли вообще зарплаты и дохода российскому профессиональному бадминтонисту? А там не Чтобы так, выжить. подожди, там не так А, вопрос. ты прочитала все вопросы. Нет, там был он вопрос, мягкий. нет, там был вопрос, как бы именно конкретно, Можно ли если от прожить, сборной. можно от ли сборной. прожить на зарплату сборной? От сборной нет. Ну, то есть это будет мало. Вот конкретно только если вот Минспорта, вот это вот, то есть нет. Ну, если ты хочешь жить на широкую ногу, Гулять, ходить. кутить, да, то есть нет. Я думаю, что нет. А то, что вот я сейчас имею, отовсюду понемножку. То есть у меня там есть, да, сейчас второй год спонсор Озон. Спасибо большое Алексею Каткову. Вот. Потом мне платит Казань. Там мне платит наша федерация, потом мне платят от ЦСП, потом я вот то, что от Минспорта получаю, и плюс еще сейчас я играю за клуб «Метеорит Озон», где министр спорта с нами играет, Владимир Иванов. Вот, еще как бы там. То есть и это все вместе, да, вполне. Какая статья вот доходов самая большая? Можно какую-то одну выделить, где больше всего? Да, Озон. Озон. Как-то получилось, что у тебя спонсор Озон. Самый первый это же Родион. Да, начал. сначала были Родион с Настей, потом я, и вот потом сейчас 3 еще ребят добавили. Ну, как-то все увидели у Родиона значок Озон, и... А мне так можно, да? Да. Я написала Алексею сразу, говорю. Я сначала Родион сказала, говорю, ты можешь, говорю, узнать? Как мне сначала Родион сказал, что, типа, я, конечно, узнаю, но скорее всего, типа, нет, потому что там всего 2 места, и там он еще тогда Алину хотел как бы позвать, как в это, микстершу. И я такая, короче, ну ладно, говорю, да попытка не пытка, я говорю, что будем через третьих лиц? Я говорю, я сама напишу. И я написала Алексею, как бы, так и так, говорю, есть, говорю, какие-то варианты, чтобы меня, говорю, тоже туда приняли. Вот, и он мне сказал, ну, там, поспрашивал меня чуть-чуть, ну, говорит, напиши мне там резюме свое на парочку страниц. Я говорю, да, может, парочки не будет? Вот, и я, говорит, посмотрим, что можно сделать. И потом все как-то вот закрутилось хорошо, и взяли меня. Потому что такая команда, ее можно вставлять, наверное, Да, все, в основном, все первые, то есть номера такие, да. Какие-то условия были прописаны, что тебе можно делать, что нельзя делать? Или просто вот спонсорство и все? Нет, нужно, какие-то конечно, есть видно, там нужно играть в турниры, особенно. Ну, ничего такого особенного. Такого нет. То есть, как бы, Матч ТВ где в основном, и все. Ну, и логотип. Все. Женя, а почему ты не играешь, вот многие уезжают играть во Францию в команду? Ты сама не хочешь? Не хочу. Не хочешь? Звали, не хочу. Почему? Ну вот, не хочу. Не хочу. Тебе Франция просто не нравится? Нравится Франция. Хорошая страна, очень красивая архитектура. Все прекрасно, вкусная еда. Не хочу играть. Позовите меня в Азию, пожалуйста. Смотрят вас азиаты. Позовите меня в азиатскую лигу. Вас только азиаты смотрят. Вот, ребята, зовите меня в азиатскую лигу. Подожди, ну ты же играла в команде в Польше. Да, я много где играла. Ну да, много где играла. Да, до той ситуации много где Сейчас играла. у тебя прямо... Ты ни в любую страну в Европе не поедешь играть. Ну, пока что так. Пока что так. Сейчас меня ваши эти люди в вашем телеграм-канале просто максимально осудят. Наши люди. За все, что я там Наши говорю. люди. Наши люди. Ваши Огонь. Поднимите руки. проплаченные Фас. люди. За все, что я тут наговорила. Жень, Че? Че? ну уже ничего, в принципе. Че ты с своими вопросами? Уже, в принципе, все. Не хочешь нигде играть в Европе. Больше не позовем тебя. Просто. Слушай, у тебя твой еще второй вид деятельности, где ты тратишь, я думаю, что много времени на него, да, сил. Твой телеграм-канал. Он есть. Он был, есть Есть. и будет. Надеюсь. Будет развиваться. Расширяться, развиваться. Как ты к этому пришла и для чего тебе он? Почему так называется? Не знаю, вообще просто так. Первое слово, которое в голову пришло, будет просто. абрикос, да. Открыла. Это просто уже какой-то тоже стандартный вопрос. Жень, почему как телеграм-канал так называется? Не знаю, нет вообще никакого... Ну, рандом, Да, понятно. просто рандом. Господи, я удалила инсту
потому что в какой-то момент мне там не писали гадости. То есть, как многим людям писали гадости, когда все началось. В Там, Инсте. типа, да, мне не писали. Мне даже были люди, которые мне, наоборот, писали с Украины хорошие вещи. Типа, Жень, там, мы тебя очень любим все равно. Я говорю, спасибо. Удаляю. Блин, ну просто какой-то он слишком весь, как будто бы вылизанный там, и все какие-то... Ну, тогда на тот момент мне так казалось, и что как-то все там неискренне и грустно. Сейчас еще хуже. Да? Ну, то есть Ничего не потеряла. я там особо тогда, и поэтому я создала... Мне нравится, когда у меня какие-то мысли появляются, что-нибудь там написать. Может быть, они не всегда умные, там, какие-то истории рассказать. Мне всегда как бы это так импонировало, и поэтому я как бы... А в телеге это хорошо идет. То есть ты там не только можешь фоточки выкладывать, как вот в Инсте, мысли да, написать. то есть ты можешь написать там огромный текст, мне, в принципе, не читает его, ну и ладно, главное, что я высказалась, и все. И плюсом то, что вот ты можешь там выкладывать еще фотки, видео, все, что хочешь. И это какая-то, да, отдушина, прям я туда могу прийти, рассказать, показать то, что мне интересно. Есть обратная связь от твоих Да, подписчиков. там прям вообще иногда люди, я так радуюсь. Вот еще что круто в телеге. Там тебе обратная связь, она круче, чем в Инсте. Там, то есть ты заводишь там диалоги прям с людьми, то есть видно, то есть комментируют те, кому это реально интересно, и кто, ну, читает, и все, и это круто. Кстати, кто еще не подписался на телеграм-канал Быстро Жени? подписывайтесь. Да, он будет написан где-то здесь. А хейтеры есть? Да нету. Нету? То есть никогда не было Нет, такого, что бывает, написали, ну, нет, бывает После всякое... интервью будут сейчас хейтеры. Нет, это стопудово. Сейчас половина пишется, во-первых. Нет, есть кто пишет какие-то там свои мысли, противоположные мне. Есть просто вещи, которые я не люблю вообще. То есть это не предмет спора для меня. Например, вот когда начинается что-то вот именно про 9 мая, про Великую Отечественную войну, вот для меня это вообще, у меня все четко, там все понятно, одна единственная прямая. И то есть, когда начинаются какие-то споры, я людей сразу, типа, до свидания. То есть... блокируешь, Ну, удаляешь? типа, или- то, Ман, да, прям да. Это да, есть какие-то вот темы, но, опять же, говорю, или там, когда начинают говнить на мою страну. То есть мне тоже это не нравится. И я это сразу обозначаю, это сразу всем, ну, писала тогда. То есть все остальное там... Можно осуждать мой вкус в кино, можно говорить, что я неправильно передвигаюсь по площадке, что тут я плохо сыграла, здесь я там... Вот эта мысль, которую я высказала, она плохая. Вообще, это спокойно, я ко всему этому, ну, спокойно отношусь, там, бешусь, конечно, но спокойно отношусь. Про себя. Да, там, проклятие всем высылаю, ну, в целом. То есть я за это не блокирую ничего, то есть я с людьми всегда веду какой-то диалог. То есть в этом телеграм-канале можно с тобой пообщаться Да. напрямую. Можете вживую. писать гадости. Но блог получить можете за... Ну, какие-то, да, такие вещи. Серьезно, слушай, ну ты там выкладываешь очень много с твоих путешествий, отдыха, фотографий. Вот, оттуда и пошла шутка. Женя, ты как будто вообще не тренируешься. Ты вообще собираешься тренироваться? Я говорю, я все время, мне кажется, только и делаю, что тренируюсь. А да, ты как будто только отдыхаешь. Я говорю, спасибо. Я говорю, я тебе вообще ничего не буду выкладывать. Нет, обязательно укладываю. Но для тебя путешествие – это прям такой отдых, наверное, твой Да, основной. Да? очень круто. И причем я совершенно недавно пришла к тому, что у нас... Я, как сижу здесь патриот, агитатор за все, за нашу эту страну. Ну, у нас реально крутая страна. Вот особенно, я говорю, я поездила сейчас там, мне очень нравится Дальний Восток. Я ни разу до этого там не была, я вот летом поеду на Камчатку. Сейчас вот я только ездила на день в Суздаль. То есть небольшой вроде как бы город, все там я один день все обошла, прошла. Ну, очень круто. И мне... Очень нравится. И очень нравится прям... Я, мне кажется, любую возможность ищу, чтобы куда-то вот так вот свистнуть. А как ты едешь? Ты заранее планируешь маршрут, выбираешь Да. экскурсии? Нет, вот когда по России стараюсь я экскурсии не брать, а сама как-то. Я все читаю, куда хочу попасть везде там. Только есть бывает, когда люди прям советуют, там, вот, Жень, вот это вот крутая тема, вот это там человек круто рассказывает, надо сходить. То есть без гида там, например, это не так. то, да. Да, такое бывает. Вот, например, я вот ездила на Байкал, я ездила с туром, но потому что это тяжело там самому как-то... Передвижение, Да. всё. И особенно, тем более на льду, когда ты там. Вот. Покатался на коньках, да? Вообще круто.
Я, блин, не стояла на коньках год, наверное, еще до этого кучу лет, и очень классно. Но там тяжело кататься, потому что там, во-первых, ветер сносит тебя. У нас там девчонка одна вообще упала и бровь себе жестко рассекла. Ездили, потому что ветер подул, и она прям грохнулась. Там звук еще такой. Да, он это... Улет, он трещит, Да, тебе да, страшно. да. Ты Ну, то думаешь, есть, сейчас понимаешь, сейчас ты думаешь, что там как бы, ну, сейчас ты там окажешься внизу, если что. Никто тебя не спасет, да, жестко. Тяжело. Ну, страшновато, и на коньках там тяжело стоять, потому что лед, как бы, я не знаю, как это сказать, он сильно твердый. твердый лед. Очень тяжело по нему скользить, да. Еще там вот эти вот трещинки, и ты как бы можешь нормально Натыкаешься, лететь, да. Женя, а ты думала, может быть, после завершения твоей карьеры, там, через 20-30 лет, чем ты будешь заниматься, к чему у тебя, наверное, больше лежит душа? Через 20-30 лет? Я надеюсь, что я буду сидеть в своем садике где-нибудь, читать книжечку и ничего не делать через 20-30 лет. Да нет, вообще, как бы, если именно говорить о дальнейшем, я хотела бы связать свою все равно жизнь там с бадминтоном. Я постоянно об этом говорю, да, я хочу там вот открыть свою академию, я уже 10 тысяч раз это говорила, но это, во-первых, очень сложно, я думаю, но очень, очень крутой у меня и большой опыт, и я как бы готова им делиться и могу. И я бы хотела детям его передавать. То есть, причем пока что, то есть не детям, а вот подросткам, которые уже плюс-минус сформировали то, что они свое мнение, что они вот остаются в бадминтоне, как бы и уже готовы работать. И я бы вот хотела им не потому, я считаю, что работа с детьми такая очень тяжелая работа, и я не потому, что не хочу там, а потому что, ну, сейчас пока все еще свежее у меня, все вот эти знания. Я буду деградировать как будто с детьми. Ну, то есть то, что у меня есть, я не смогу дальше передать. Лучше, мне кажется, передавать как бы это подросткам. Вот. Ну, идеальный тогда вариант, когда ты заканчиваешь, ты остаешься в сборной, но только как тренер, потому что тебе уже дают... Я хочу что-нибудь свое. Хочешь свою академию? Свою академию. Да, но я хочу что-то свое, А в голове есть, как она будет выглядеть? У тебя уже есть? В моей-то голове, конечно, есть. Конечно, есть, но это очень сложно. Блин, я еще все переживала, что я не смогу тренировать вообще, как бы людей, не смогу составлять какой-то план тренировки. А тут вот съездила, когда с ребятами на сборы, на любительские. Да, первый раз. И прикольно. Я могу людям объяснять, оказывается, как нужно правильно и как не нужно. Это вот мой самый такой большой страх был, что я вот это не смогу сделать. Ну, ты смогла. Ну, я смогла. Меня не выгнали в первый день, я смогла. А как ты считаешь, вот тренер, он должен пройти сам какой-то свой путь, как спортсмена, чего-то достичь, открыть академию? Либо это не так важно, тренер может научиться сам со стороны, как учить, там постепенно, там по видео, там еще как-то. Я считаю, что все равно должен был какое-то время он играть. В любом случае, что какие-то вот эмоции вот эти, ты все равно их... Я не считаю, что ты там должен обязательно быть чемпионом мира. Такого как бы, ну... Этого я не думаю, что... Но бадминтонное прошлое должно быть. Должно быть. Я считаю, что должно быть, потому что тогда ты больше будешь погружен во все это. И вот у меня тренер, он же не вау, прям там, не чемпион России, ничего, но вот это вот его упорство, то, что он хотел вот развиваться, хотел передавать свои знания, хотел именно в бадминтоне видеть вот эти новые тенденции, какие-то учился вместе со мной. Но это как бы... Он же меня воспитал, так что... Думаю, что да. Бадминтонистом надо быть. Будьте не обязательно чемпионом мира. Не обязательно. Сложно быть чемпионом мира, вообще-то. Непросто. Слушай, а по академии у тебя это только пока в твоих мыслях, либо ты уже принимал какие-то шаги, чтобы там какие-то предложения кому-то финансовые, может быть, еще что-то? Я дома разговаривала с людьми, то есть мне вроде как готовы помогать. То есть, потому что это же финансово очень сложно конечно. Будет. Вот. И это уже надо сейчас этим заниматься. Пока что какой-то план по поводу того, что вот как конкретно совсем все это будет выглядеть, это тяжело. Я вот хотела как раз сейчас этим заняться, написать все равно бизнес-план. Я даже вообще не думала, что когда-то буду... Ну, это кто-то из Казани, да? Из Татарстана да. Какой-то человек? Я с Юрием Викторовичем разговариваю, Чаплыгиным нашим. Это председатель федерации нашей. Но там центр бадминтона уже есть? То есть будет еще один? Нет, это типа... Вот я как бы, как мы с ним разговаривали, что это будет, ну... Я не знаю, как это будет в итоге. Но частный проект. То есть в этом же зале? Да, в этом же зале. В этом же зале. На базе центра бадминтона, да, будет.
Ну, посмотрим. Наверное, изначально, то есть пока я все равно играю, это прям в это упасть полностью, это тяжело, потому что там надо и тренировать, и на тренировках присутствовать, и твое личное присутствие на всем этом развитии нужно. Ну, то есть какие-то пока мастер-классы, возможно, проводить для детей, для подростков, потом, возможно, какие-то сборы небольшие тоже вот так же по районам, например, ездить. У нас же там куча районов, где детишки занимаются, и с ними работать какое-то время. И, ну, как бы такая... Это только для предработа. профессионалов, для спортсменов. Это не для любителей. Я вообще Правильно. была категорически против, там какое-то время назад еще против того, чтобы вообще работать с любителями. Но вообще это важно на самом деле, потому что благодаря этому все тоже очень развивается Двигается достаточно, да. с той стороны уже. Там, потому что какие-то финансовые вопросы могут решиться. Потом люди занимаются, взрослые, их дети приходят в бадминтон, остаются. Это тоже дает толчок к развитию. То есть больше заинтересованных людей становится, больше люди узнают про бадминтон какая-то. То есть это важно. Но ты планируешь остаться в Казани? Да. В Москву не собираешься? Нет, у вас и так вас всех очень много. Вот, знаете, любителей много. Что я говорила? Я вот в Казани, как это Женя Панфилёнок однажды сказала, штучный. Девушки – это штучные. Опять припомнили ему, Женек. Я шучу. Нет, просто я в Казани штучный экземпляр. То есть у вас тут в Москве Нина, Виталик, Ваня был там, сейчас он не здесь. Ну, то есть, короче, у вас тут просто и куча. И все. И, Родион вот сюда тоже рванул, счастливый. Ну, короче, а в Казани есть я. И все, Серега Сирант есть, я есть. И я там такой. Меня любят там. Мне нравится, когда меня там мало конкуренции. В этом плане, да, точно, да. Поэтому... Ну и что, я вообще я дом там построила, все, я там корни пустила, дом, собака. Да, все там. А как ты думаешь, какие еще изменения нужно внести в бадминтон, может быть, со стороны федерации? Ну, не сборной, наверное, со стороны федерации, чтобы еще больше популяризировать бадминтон у нас в стране. Какие еще шаги? У тебя есть хороший пример Татарстана, потому что там бадминтон... Там очень есть заинтересованный человек в этом... Алексей Иванович, он Демидов в счетной палате. Вот он очень заинтересован в этом, и он очень сильно нам помогает. И поэтому так все хорошо. Плюс очень хорошие тренеры у нас. Вот Юлия Сергеевна, Игорь Борисович, они же изначально первые приехали. Это те люди, которые, они работают не на свою зарплату далеко. То есть они делают в 50 тысяч раз больше, чем надо. Это круто. Таких вот людей бы побольше, идейных. Но это круто, но это сложно. И, я считаю, их нужно, естественно, как-то финансово поддерживать, потому что люди же все равно должны как-то на что-то жить. Я бы не ругалась там ни с кем, там, ни с любителями, то есть я бы, наоборот, как-то привлекала их в нашу сферу, как спонсоров. Как Озон, например, да, вошел? Например, да. Мне кажется, вообще очень крутая тема. Я бы, опять же, говорю, чтобы именно повысить, если уровень игры, я бы не разбрасывалась с старенькими спортсменами. Назовем их так. То есть, да, я бы и их тоже привлекала. Я считаю, что просто нет ненужных людей. Все надо чтобы все было хорошо, надо себе тихонечко под это. Сохранять все. Да, все сохранять и приумножать, да. Только так. Иначе ничего не получится по-другому. И ругаться всем с друг другом тоже плохая идея. Жень, у тебя хороший подход. А ты говоришь, что ты не можешь быть функционером. Давай тогда спросим, а в плане популяризации, чтобы бадминтон, слушай, это круто, что ты бадминтоном занимаешься. В Казани в школы вводят везде. То есть, урок. У меня тренер в международной школе работает с детишками. Как-то, наверное, по телеку, чтобы почаще крутили. И комментировали, чтобы интересней. Приглашали бы на комментирование людей, которые разбираются в бадминтоне. Ничего плохого не хочу сказать про комментаторов, но это можно, сложно. Есть куда расти. Да, это сложно. Кирилл Земсков мне нравится. Он всегда меня хвалит, говорит, какая я молодец. Все время рекламирует мой телеграм-канал. Хороший человек, прекрасный комментатор.
Слушай, ну, наверное, классно, да, когда один профессиональный комментатор, а второй человек, который Да. разбирается, вот они в связке. Ну, звали вот же Сашу Николаенко звали. Саша вообще классно комментирует. Да. Вообще просто у него талант, мне у кажется. него даже мне вот этих вот пауз каких-то нету, когда человек такой... Саша что прям говоришь, может болтать, целый да. день просто вести. Да, воспоминания какие-то свои там вставлять. Интересно. Еще что-то, да, интересно. Вова тоже нормально в целом комментирует. Ну, тебе не кажется, то, что когда проводятся турниры, такая картинка создается, то, что при отсутствии зрителей... Да, надо как-то... Что-то делать с тем, чтобы надо всё-таки- Это хорошо, кстати, да. Надо как-то заманивать людей. Локации, может быть, Может другой. быть. Или Вы выходной. мне подсказываете, да? И не делать финалы не в 10 утра, воскресенье, а можно выходной попозже, день, да. там, может быть, это все пятница, суббота, воскресенье Да, планировать, да, чтобы да. люди приехали. В Москве можно делать. Уже залов куча. Можно тут делать какие-то турниры. Ну, не знаю. Да. Все вы правильно говорите. Сами все знаете. Все Ну, знаете на без самом меня. деле, если бы в Москве провели чемпионат России, то там толпа бы собралась. Я думаю, да. Трибуны Да, полные были да. бы, точно. Ну, например, вот проводили во Владивостоке чемпионат России. Ну, там же тоже дофига народу было. Кто-то даже приехал из Москвы туда. То есть, если... Просто это круто Во для них. Владивостоке. Это для них круто тоже. То есть, на Дальнем Востоке там вообще же, как бы, в принципе, тяжело. И вот, раз и провели. То есть, люди пришли, посмотрели, популяризация прошла. Очень круто, я считаю. То есть, как-то надо с этим Владивосток, работать. может быть, даже в чем-то лучше, чем Раменское, потому что Раменское, так. Там моря Ну, нету, да? море. Как будто Ну, бы. Нет крабов в море. Да, Просто если ты икры. в Москве живешь, то тебе там проще до Казани долететь, чем в Раменское доехать на машине. А, Еще не факт, что электричка- быстрее. Электричка 45 минут едет. Все уже Ну, дорогу ладно. сделали. когда. Ладно, Да? я шучу. Нормально. Да, быстро. да. Но почему-то странно, да, потому что такую видеть картинку. В Саратове тоже. В Саратове всегда много людей приходит на игры и детей, и просто взрослых. Всегда. Но всегда приятно приехать, допустим, вот я полечу, образно даже в Владивосток, в город. Ну, Да, конечно, погулять. На конечно. чемпионат России, Да. там финал, Да, полуфинал я да. посмотрю, Пошел погулял. вечером погулял, Да. совместил приятное Наверное, просто не Ты в все Раменском могут куда выйдешь? себе позволить туда прилететь. Это же, В такое Мо- дело. ну, Ну, ладно, в неважно, Москве, да, Казань, провести да. в Ну, Москве просто чуть- в городе, Да, чтобы- да, согласна, вопросов нет. Сейчас, кстати, в Казани тоже последний раз что-то мало народу пришло на турнир, но в целом тоже всегда трибуны полные у нас дома. У нас тоже много просто людей занимается, много заинтересованных, поэтому... А у вас не проводятся всяких там автограф-сессий там, для болельщиков, такого медийного Было пару общения раз. с болельщиками? Общения нет, но чтобы мы там расписывались на фоточках своих, такое было. Но в основном дети там или люди сами подходят уже просто. Ну, просто. Сыграл ты, и они к тебе... Можно сфотографироваться? Такой, конечно, можно. Пожалуйста. Жень, спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо, Жень, что спасибо. наконец-то позвали. Ой. Ладно, что? Спасибо вам. Ну, спасибо. очень интересно было. Я надеюсь. посмотреть. Слушай, пообщаться, я думаю, не с твоего последний раз. взгляда, да. И, Это уже зависит от вас. О, В следующий раз к тебе в Казань приедем, ты нам все покажешь. хорошо. вот, кстати, хорошо. классная идея. Приехать, заснять твой тренировочный день. Твой, Отлично. как там. И Где если, гуляешь, и если слушай. это видео наберет 1 миллион просмотров, то мы обязательно приедем. Выезжаем в следующие выходные. Все, ребят, спасибо тоже большое, что позвали. Очень круто было.